И вот здесь должна быть цифра. Мы начали стрим. Сейчас я сделаю. Пост я сделала. Сейчас. Я уже начала стрим и все такое делаю. Не забуду. Так. Сейчас я еще сделаю в Инстаграм историю. Вот так вот. Махай там, махай. Так, мы сейчас сделаем вот. Такой дурачок. Так. Ой-ой. Я думала, это фотка. Я сделала видос. Так, все готово, все практически готово. Сейчас посмотрим, кто-нибудь вообще к нам придет. 5 человек смотрят. Блин, Hello, everyone! А я ухо чешу. Всем привет! Всем привет, ребята. Всем приветик. Так. Итак. Салют, вот, видишь. Hello, Кевин. Виктор, привет. Вот, можешь читать, кто пишет. И Просто первый раз. Еще сегодня не знаю, мы будем... Да, сегодня моя подруга Настя, Анастасия. Здравствуй. Привет, Илюша. Привет. Сегодня мы впервые будем вместе вести стрим, и впервые для вас эксклюзивно будем показывать наши видео из нашего детства. Ну, такого детства. Ну, 17-15 лет такого. Там, может, побольше, побольше. Но этого никто не видел еще. Этого еще никто не видел. Это стыдные видео. Надо было так назвать, надо было назвать стыдные видео с подругой, да? Ну, не, почему стыдиться-то нам не за что там. Там просто классные видео. Нам нравились. С чего начнем? Вот с этого? А это что вообще? Жгучий аромат? Нет, давай жениться. Да это самого первого, который... Начало карьеры, вот. Он так и называется, начало карьеры, да, передача про быдло. Вот. Нам здесь еще лет. Привет, Алексей. Привет. Всем привет, вот так вот, надо не забывать делать. Всем привет, махаем. 15 человек, вау, привет. А тебе сколько обычно? Примерно так обычно и есть. В общем, это видео про... Я не знаю, мы сейчас будем смотреть и будем вспоминать. Я, если честно, не смотрела очень давно. Ты когда последний раз смотрела наше видео? Ну, вот это вот передачу про быдло, может, как-то недавно смотрела. Ну, какие-то вообще давно не смотрела. Нам это, получается, где-то год 2009, это лет 11. Ой, погоди, 12, получается, лет назад уже. Ну, это капец как давно. Очень давно. Да, и это было наше... Мы раньше... мы раньше снимали видео, и сейчас, если бы мы снимали, выкладывали это в ТикТок, мы бы были знаменитыми бы тиктокершами. Да. Не иначе, по-любому. Как это называется? Вайны? Ой, вайнерами вы просто были. Просто. Смотри, нам пишут, что вы very cute. Спасибо. Ричард, thank you very much. Thank you. Сердечко. Что там еще за сердечки? Так, давайте начнем. Кринж начался. А хорошо будет слышно, интересно? Здравствуйте! Сегодня мы Что, за ремонт, да? говорим про быдло. Шапка, ты, В наверное, нашей больше не программе пошла. быдло Анастасия. Это твоя шапка? Ну да, это моя шапка. Ну, я бы... у меня там кипарик. Точно. Здравствуйте, Анастасия. Это не Анастас. Стас. Это Приятно Стас. познакомиться, Цыпа. Где вы учитесь? ПТУ. Вам не стыдно? Нет. Сейчас. Микрофон не подключен, конечно же, ни к чему. Какой микрофон? Ну, микрофон на видосе. Никто не слышит? Нет, я имею в виду вот это. Ну это просто для красоты. Может быть, нам надо пояснять? Слушай, я не знаю. Надо пояснять что-то, что... Давай смотреть. Чукру. Вас любит мама? Меня любят все, кого я знаю и уважаю. У вас есть девушка? Цыпа. Много? Цыпа. Петух Это завод? все импровизация. Да, кстати, мы даже ничего не готовили, мы просто импровизировали. Вечно петуха папа. Нет. Нет, правильно. А сейчас бы нас за это атата бы сказали. Рыбачок, сялочка мой, братюх. Вы много слушаете музыки?
Да. Сколько у вас зубов? 4. Так, секунду. Илья пишет. Архивы файлов смерти. Ну, это типа архивы, да, это архивы истории, так скажем. И все. Не, ну 5-й есть такой мудрый зуб мудрости, типа. Почему я это спрашиваю, я не помню. Ну, у нас было, надо было что-то задавать. Да вот когда я вопросы. у пар стреляю, так по парочке, как в денек, так 3-4. Ну, Люблю, ты в конечно. моей шапке и в твоей. Потом продаю, да, у богатства. Ну, типа, Я люблю лубокники печень, там, люблю все выпить. дела. Гулять. Хотя мне больше похож на какой-то французский берет, чем на... Так, Сейчас вот. бы я делала Да бы когда иначе, я- бы я бы делала эту шапку, уши бы вот так бы сделала, чтобы типа уши торчали. Ну, если бы это сейчас. А я бы наоборот одела кепку и такая, Да, типа здравствуйте, интервьюер это сегодня такой. интервью. Дайте телефон. Итак, что мы Да спрашиваем? когда я у пар стреляю, так по парочке, спрашиваешь? как Я в говорю, что я у денек, тебя так спрашиваю? 3-4. Люблю, конечно. Потом продаю, да, у Да, богатства. всякие Я люблю печень. вопросики. Да, я Люблю хочу выпить фотку. такую жгуря, такие. Интервью. Парламент закрой, так семки такой. Все люблю. У тебя такое лицо, Как это типа, жить? что ты несешь? Я просто Что ты такая, несешь, да? Просто сейчас такое. Какой такой жизнью? До жизни быдло. Я не быдло, ты чё, я быдло? такая стоит в платье. Могли переодеться для этого, для образа полного. Микрофончик. Да, вы похожи на быдло. Я О, похож, вот мой микрофон. Мгм. Все, оп, ключики, оп, лови. Моя тетка. Все, Все, интервью закончено. Вот как-то так. Это самое первое видео. Для разгона, короче говоря, видео. А чё? Или можно этот... Не, давай с лайтовых, потом на вот это самое, вот это. Это самое, ну мне да. кажется, Я апогей. думала, жгучий аромат. Ну, либо давай поженимся. Давай вот это, наверное. Ну, все знают шоу «Давай поженимся», и мы снимали на него пародию тоже лет там 10 У назад. нас есть свой интро. Привет из Мексики. Hello. О, from- hello. Hello, hello. Hello, Алекс Пандемониум. Hello, how are you? Это из Наруто? Так, здравствуйте. С Это нами очень громко, программа эта «Давай музыка. поженимся». Прежде всего, я бы хотела сказать, что ты черная мразь, Лариса, заболела. И теперь мы с Василисой единственные самые Это, наверное, больше для передачи. знает эту Но прежде передачу. чем представить вам Нет, наших это новых вряд ли. героев, я хочу Не, ну тут будет отрекламировать всегда вам победить. нашего жениха. Это уровень моего мастерства монтирования видео, когда музыка громче, чем голос. Олег Баянов, Олежка, иди к нам. Это, короче, они встречают жениха, получается. Да, где его, слушай. Ничего не слышно? О, Олег. Итак, Олег. Это жених. Он силен, все такое, силен, умен. Да, это Что такое? беременный Олег. Грудак? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, Илюша? Я не понимаю. Что ты имеешь в виду, Илья? Так, Чем первую невестку мы итак, первая У нас невестка. Снежана, это та самая такая будет. по фоточкам, ну, в общем, встречаем где-то. А? Nossa, nossa, assim você me На видео грудак? В смысле, сиськи? Они и так есть, они просто в большой кофте. О, смотрите. mata. Не Ai, наделена se eu умом. te pego, ai, Ничего не ai, se eu поменялось. te pego, ai, delícia, Наряды-то, главное, delícia. придумали. же. Слушай, Assim хороший você наряд, нет? Ну да, прикольно. А, это типа сюрприз сейчас будет. Fun video from our childhood.
у нас Снежаночка. Забыли. Шумновато имя, но не зря сказала. Ну, в общем-то, что тут у нас? Ну что? Ну давай, веселись, расскажи нам, что там ждет их. Она у нас кто, рыба, я да? астролог, А он да? кто у нас водолей, да? А, Ты я да, Овен, ты он астролог, баран а я такой. этот Роза. Ну или что давай, тут, Нет, Лариса. Лариса. Итак, Не, Роза, она Олег, обычно вы чморит. водолей. Ой, это Лариса. Я Не, думала, подожди, что Лариса, она Гудеева черная. будет- Гудеева просто. А, вы не водолей, господи. Да, Он баран. Итак, Олег, вы Овен. Вам будет тяжело со Снежаной, потому Да что что ты она... бредишь-то? Квартиры у тебя нет? Нет, у тебя Надо было назвать видос, как мы просто смеемся над чем-то на видео. квартиры, значит, зачем? Снежаночки будут... А это было запланировано, что я упала или нет? Ну, видимо, да, и вряд ли тебя мизинцем завалил. То есть был сценарий. Да фиг знает. Может быть, и не было. Забавно, спасибо. Забавное видео. Этого еще самого главного не видели, это мы оставили на Долго последний. держать негде ее. Это такие лайтовые, это просто Ой, Денис пародии. напишет. Привет, Денис. Сейчас я Привет. буду так. Привет, Денис. Это Ор. Спасибо. Мы думали, Это- никто не оценит. Это еще самый... Ну, это лайт Это такой. лайт, это самое лайтовое видео. Это разгон. Снежанка не выживет. Снежана имя-то такое снежное. На пору ты не сводишь. Ну, баран, что с тебя взять? Ну все, давай следующую невесту. Мне нравится, что ты в костюме как Так, балерина. значит, что там по плану? Мы встречаем Любочку. Ну, давай, Любочка. переодеваться? Любочка с переулочка. Так, значит, Любочка, кто-то у нас так. Смотри, там был сценарий. А, ну, видимо, ну, либо так Кто-то у нас, просто. Любочка, Любовь, садитесь, Любовь, пожалуйста. Кстати, если у вас были интересные смешные истории с вашего детства, вы пишите, пожалуйста, в чат. Мы их обсудим. Вы у нас дочь Брюса Уиллиса, да, значит, одна из дочерей? Почему? Почему ты записывались? Погоди, чего ты сказала? Погоди, это ты рано отмотала. Ну ладно, нормально. Что-то дочь присылась, а почему ты дочь присылась? А что, это прям рано отмотала. Ну ладно. Так, значит, Любочка, кто-то у нас так. Как Люба. Кто-то у нас, Невеста Любочка, Люба. Любовь, садитесь, Любовь, пожалуйста. Вы у нас дочь Брюса Уиллиса, да, значит, одна из дочерей? Окей, у Брюса Уиллиса есть дочь Люба. Непонятно вообще, при чем тут Брюс Уиллис. Ну ладно, допустим. Так Илюша пишет. Читаем. Если бы перебивки на персонажей, были бы перебивки на персонажей, пока говорят другие, смотрелось бы реалистично, но с монтажом заколебались бы. Не, ну это было сколько лет назад. Возможно, сейчас бы мы запарились, но... Тогда мой компьютер тянул только Movie Maker, поэтому... Я вообще в монтаже не шарю, Полина все монтировала. Так что скажите спасибо, что так. Ну да, вполне неплохо. Тут должна уже дочь появиться. Любочка. Итак, дочь Брюса Пока, Уиллиса. Любочка. А теперь встречаем кто? Итак, встречаем последнюю, наконец-то, третью претендентку на роль нашего Бориса, или как там тебя, Олега, точнее, Олежу, Сашу, Александра. Ну, в смысле, Александру. Вот. Мне кажется, это Александр больше, нет? Я мастер сольных постов. Перевоплощений. Компьютер, так, секунда. Компьютер, я думал, это на какой-нибудь телефон снято и смонтировано. Да, это был... нет, это было на фотик снято, да? Нет, это на фотик. Это уже штатив был, это на фотик. Canon какой-то Какой-то Canon. очень-очень-очень древний Canon. Ну, это еще маленький у тебя такой Да, был, да, Canon. да. Это был именно прям в такой обычный фотоаппарат, прям Мгм. такой маленький. Может быть, при монтировке качество съел, так-то он нормальный фотка. А так это было выложено-то когда? Видосы, пожранные качеством, было снято на Вконтакте, суперкачественную камеру, так что... Они нашли друг друга.
фоне переходит. Да бабушка. Что там, штаны потеряла? Я думаю, там пузо упало просто. Точно, наверное, от этих мегатанцев. Я решил, что я За брачные я игрища. Александра. Раскрывает меня. Рассказываю, что я Я ж вот как красиво совпадение, ведь я... ЛГБТ что подъехала, по-моему. Спасибо тебе передаче, что мы нашли друг друга. Ну, в принципе, песня подходит под это видео. Ну все. Ой. Ну так, да. Мгм. Ладно. Так, ой, это, наверное, Это что такое? Модности Бавор. А, я вот давно его не смотрела. Давай же куча аромата, он такой прикольный. Он А, большой. это, погоди, это ужастик? Да, это типа уже... А, пародия на ужастик. Давай Да, это мы попробуем. смотрели очень много, Ужастиков раньше. да, ужасов. И И решили снять пародию на классический ужастик про там привидения всякие, про переселение там. всё вообще, такое. кстати, сюжет был, как Ой, сейчас сюжет в любом классный был. стандартном ужастике. Я помню, мы его писали, и сюжет был реально такой классный, просто немножечко актеры и что там Антураж. да, подкосил. Да, нас подкачал антураж. Шкурко спрашивает, весело ли нам. Конечно, Нам весело. Весело, конечно. Нам очень весело, мы вспоминаем наши прикольные времена. Как это назвать, даже не знаю. Ну да, это нашу актерскую карьеру. Вот, Да, это вспоминаем. актерская карьера, которая началась в 12 лет и закончилась примерно там же. Да. Нет, Увы, 12 лет увы, назад. не было сил, чтобы ТикТока, это... Инстаграма. Да, ТикТока и сил, Ютуба. чтобы в интернет это все выкладывать. Даже сказать, может быть, смелости. Ну, сейчас уже как бы вот. А чё нет? А Ну, чё а нет? чё нет, да, чё нет. Ужастик, смотрим ужастик. Приключения в камере. Фильм года, фильм века, на минуточку. Понимаем, да? Жгучий аромат. Название не понимаем, почему. Что за Причем тут... картинка? Да из какого-нибудь ужаса, типа, там, кровь. Там, Почему вообще. она именно? Не знаю, там вообще про другое. Там, наверное, на фоне астрала что-то В общем, такое сейчас. похоже. Так, я ужастики перестала смотреть еще очень давно за счет их одинаковости и скуки. О, ну тут точно не про скуку, не про одинаковость. Тут вот прям... Илюша, ну, слушай, я могу тебе порекомендовать хороших ужастиков новых. Есть очень крутые. Но, да, ужастики, они обычно клишейные. Ну да, банальные. Но тут, в принципе, на все вот эти клише есть какие-то фишки. А you Стёб play такой. low? DS for 6? Thank you. Не знаю, что надо сказать. Пусть будет так. Так, сюжет. Сюжет там был, насколько я помню, кто-то приехал в какой-то дом. А, мы переехали, мы муж и жена, типа. Мгм, Мы да. переехали в дом. Естественно, там начали происходить какие-то странности. Там, и что-то кто-то нашел. А, нет, или ты, кто-то из нас нашел коробку, шкатулку, в которой были фотографии. В фотографиях мы увидели какого-то призрака. Там была Да. какая-то монета. Я вот это помню, что мы монету какую-то использовали. Да, да, а потом что-то я не помню. Ну, То ли вот. с кем-то странности по типу, как эти призраки в или это. Не то. Как этот полтергейсты всякие. Короче, ладно, смотрим. Смотрим. Я уж сама забыла. 10 Не минут целопал. Да, так что. О, У-у-у. Начало уже как бы обещаю. моя актерская игра. Не, еще нет, очень. О, Это типа съемка на камеру, вот они такие переселяются и начинают снимать там. Бен, Ну, как щас ну модно ты, в фильме. Бен, на, сам разбрасывай шмотки. Это сейчас мой любимый момент. Бен, прекрати Не, снимать. нет, тут. И ничего, кошмар. И нет. все, Ну, Бен, такой. хватит снимать. Хватит снимать уже. Что такое? Ну, ничего так. А что такого-то?
Я прекрасно изображаю мужчину, если вы что, заметили. Вы сейчас увидите, это просто вот... Это лучше. Она же у меня потом была переименована в телефоне как Бен. Так я По-моему, Бен пока я вот телефон не купила Новый год назад. Все, она была Бен. Ты в той квартире все снимала. Мне нравится ракурс, типа, всегда на сиське. Знаете, в Естественно. ужастиках Ты же... в этой квартире снимаешь. О, Ты просто дурак. так. Голос это... Ну ладно. Так, ближайший ужастик у меня это ко вторнику подготовить речь к дипломной, защитить его. Боже, удачи тебе. Удачи. Все будет хорошо. Ничего страшного в дипломе нет. У меня все, я больше боялась, а потом сдала, и все было отлично. Ну, потом- На 5. Да ничего такого, все. Я на тебя обижаюсь. Ты что, больная, что ли? Ты коза, Чего я говорю? коза. Ты коза, Это казалось. коза. Типа, прости меня. Она все надоела. Ладно, грусти. Там парик лежит, я поняла. Я Эдвард из «Сумерек». Если никто не поймет мой образ, то это Эдвард из «Сумерек», только блондин. А я просто намалеванная дама. Вот. Обратите внимание на спецэффект. Будет не видно, слышишь? А. Потому что... Ну кошка. тогда Щас. тогда и хорошо. Вот тут спецэффекты туда сейчас. Там веревочка. Ну потом сейчас будет еще нравится. Мишка у нас прилетит. Почему у меня образ какой-то шалава? Не знаю, начесы какие-то. Ну слушай, у тебя такие скулы. Скулы, начесы, да. Как из 90-х, как какая-то принцесса Вот Диана. как раз Илюша пишет, что в хоррорах 90-х часто акцент на грудь делался, а Бен то с накрашенными ногтями. Ну, Ну, Бен... как бы Бен... Бен прогрессивный. Да, современный, но он из этого года, Бен-то. О, А сейчас на тебе Мишка в лицо, по-моему. Иди сюда скорее. о, сейчас... Как с похмелья, с лютого, с какого-то с синяками. Сейчас будет. Сейчас будет самый стыдный кадр, который может быть для меня. Ладно, моя актерская игра. Погоди, мне надо перевести дух, это слишком тупо и странно. Сейчас. Так, мы успокаиваемся, мы сейчас будем наблюдать мою актерскую игру, где я прекрасный Бен в прекрасном фильме. Причем она не может на меня смотреть, потому что ей смешно. Конечно, смешно сейчас. Я сейчас не могу на это смотреть без смеха. Ferris, no, sorry, it's Twitch stream. Прилетел. Полностью не знаю, что случилось, Бен. Что ты за херню ты говоришь? Я говорю, окей. Плачешь, но смеешься. Я решил, я ухожу. Блин, а не будет лица здесь? Будет потом, когда ты будешь с сестрой Бена сидеть. С сестрой Бена, точно. Просто как вспомнить. Погоди, еще раз. Барк с тёлкой. Типа к тёлкам пошел, это обида, лицо обиды. Обида продолжается. Ты сейчас шкатулку найдешь, да? Вот, тут призраки. видишь. Начинают призраки Призраки, бушевать. начинается мистика. О, что? Нафиг в лицо. Призрак какой. Вот почему не сняли, где ты шкатулку находишь под... Ну, я типа вот ее нашла, и как бы вот я нахожу там бумажку, разворачиваю ее. Осторожно, постмодерном тут пишут, да. Слушайте, да, это постмодерн какой-то такой. Почему, как так получилось, что вы выглядите сейчас моложе, чем в этих образах на видео? Ну, там такой макияж, как бы. Ну, там и качество, не Ну, знаю. и Вы качество. просто молодец с каждым годом. Ну, как бы, да, 10 лет, знаете ли, так-то 10 даром-то лет не прошло, прошли. боже. Да. Тут вообще 10 лет, ну, это 10 лет, наверное, где-то год 11-й, по-моему, это класс вот как раз такой предвыпускной. Нет, мы не знаем турецкий.
Толик, спасибо. О, итак. Нашла шкатулочка. Где я все провафлила. Вот. Сюда. Итак, в шкатулке находится фотография. Какие у тебя красивые ногти? Кто же их делал? Кто их делал? Итак, мне нравится лицо мое на фотографии. Да, ну это типа придурковатая какая-то малявка. Жалко, и... не осталось фула. Смотрите, как я прифотошопила нас Ну на да, старый классно. дом. Типа старый дом, как в ужастиках, да? В классических. Между да. прочим, вот Не как поленились. уровень запар. Мама и я. 1990 какой-то год, ну короче, Тысячи там 899 миллион лет да. назад, в общем. Ну да, я тут, конечно, выгляжу очень Потому что у тебя вот так потрёпанно. макияж. Вот так вот. Очень Вы ещё- потрёпанно. Погодите, вы еще меня не видели. DS for 6, yes. I was in Turkish. Или Turkish, как там правильно сказать. Turkish это... Ну, турецкий знаю. Да не, мы Нет, не, погоди. турецкий не знаем. Были, когда-нибудь, ты же была в Турции. Да, погоди, а как индейка Что? по-английски? Не знаю. Turkish. Ладно, смотрим. Ну, скажи, что ты была в Турции. Yes, I was. Турецкая. Тут как Ну, раз турецкая. турецкая монета, вот. Ну да, это доказательство, что она была в Турции. Да, кстати, как ни странно. Или египетская, ну, неважно. Итак, все. Что же там еще? Что же там? Тетрадь смерти, как бы. Тетрадь смерти. Ну да, настоящий. Видно, что вы прямо запарились снимать вот эту короткометражку. Ну, вообще, Илья, там еще будет больше запар. Ой, одно там, да, там вообще будет. Какой? Так жарко, не? Не, нормально. Всё нормально? Да. Братика, я хочу Просто больше сока ругаться выпил. с ним. Я больше сока выпила. Ура, я положила Ну, у меня вот конец, еще я почти просто бокал, у тебя просто половинка. вот. Ну, я сейчас догоню. Как я была сделана фотографию, ура, ура, я победила, я спрятала его на шинку. Что там бубню, ну я как обычно. Нет, погоди, давай я послушаем. первый слышу. Ура, я победила, я спрятала, как я была сделана фотографию с ним. Итак. Сегодня Сегодня- вот такой. Я люблю своего братика, я не хочу больше ругаться с ним. Что-то там не хочу Не с хочу братиком больше с ругаться. братиком ругаться. Да, я положила конец его жизни 31 декабря 1989. Кстати, у меня есть дома план этого фильма. Я не знаю, как вот уже это. Сценарий. Сценарий, Ты, по-моему, да. мне его отдавала, я его там где-то дома храню в нашей тетрадке. О, Халим F, thank you for following. На нас подписались. Вот, среди сутки. Спасибо. Не знаю, кто-то там. Русский, не русский. Халиф, наверное, не русский. Халим. Халим? Ой, Халим. Халим F. Эффи. Thank you. Фотография, ура, ура, я победила, я спрятала его Да, ура, я победила, и я спрятала его. на шинку в чулане, он никогда не попадается. И наконец-таки я придумала крутую шутку. Вот, тетрадь смерти тут заиграла. Какая-то шутку придумала сестра, типа сестра-призрак, маленькая вот эта. И все, и тетрадь всё, тетрадь смерти. закончилась. Постмодерн точно. Это дом. Это дом его родителей. Почему-то резинка для волос. Идти в чулан. Почему такой начес-то как? Ну, у вообще? тебя начался с 70-х. Да ну, с 80-х там, скорее, с 90-х. Тогда начесы были, вроде как. Грудь размера так 10-го. Ну, у тебя какого? Боже, как сложно читать ваш никнейм. Югур Канапи. Югур Канапи. Игорь. Или Игур Канапи. Thank you for following. Thank you very much.
Или спасибо. Какая-то музыка знакомая, но не пойму откуда. Из «Тетради смерти». Ну, откуда-то их все брала. Она типа идет по лестнице. Ой, вот, просто. Ну да, это по лестнице. Там типа дом огромный был. Это у нас там одна комната была. По распоряжению. Ой, еще кто-то подписался, боже мой, ну что? DSF. DSF06, thank you for following. Сердечки. О. Типа она пошла на чердак, и на чердаке нашла коробку, в которой всякое лежит. Hello! Hello! Hello, everyone! Hello. Белла заиграет монетку. О, Ну, еще одна фоточка. Вообще запарились, да? о, фоточка. Это типа фоточка сестры. Которая с монеткой, она вроде Да, стоит. да, она. Или с Ну, она чем-то ещё. просто такая, типа, сестра. Ой, Мгм. такая тут милая. Это дом. How are you, ladies? У нас спрашивают. How are you? Good. Good? Very good. Very good. Там монетка, которую я видела. Вот Причем монетку я не вижу, вот ты видишь? Ну, наверное, там она есть. Вот у меня вопрос, почему я говорю, как сама с собой. Что это за корейские показы сердечек, что на тебя BTS фанатки покусали, да? А что это Ну такое? вот так, когда они делают, типа, ты видишь краша, а потом ты такой, ой, и вытеряешь кровь, потому что кровь идет с носа, и ты такой, ой, сердечко. Господи, ничего себе. Я такого не знала. Познавательный контент. Да. Расфокус. Ножка Speak какая. English, so. Я всех люблю, дорогой братик. Ну, я Бен. Вот так вот. Это получается, что это же Могу. Могу. сестра Бена. Это сестра Бена. А что за коробка такое? У меня дома лежит. Мы мне собирали нычку на алкашку. Ну помнишь, это была наша казна, мы собирали по чуть-чуть и пили там сколько-то там. было пиво в 100 лет. Да не, мы собирали на ром, на виски в такую коробку. Пиво-то мы так пили. А вот О, Бен звонит. Такой телефон, ретро-телефон. Кстати, я его поменяла в 17-м году только. Так что у меня был вообще долго-долго. О, тоже с какого-то аниме. Вот Слизерин на заставке, Гарри Поттер любила. Она звонит Бену, Бен не берет. Падла. Откуда думает она? А я Это, наверное, из Соулитера. А я Нэн, наверное. Архив всезнаний. Ой, сейчас. Одну секунду. А, сейчас будет, вот Привет. сейчас будет вообще мой любимый момент. Привет, архив всезнаний. Привет. Алло, Бен, привет. Возвращайся, пожалуйста, домой. Я так переживаю. Бен с сестрой сейчас будет, да. Да, сейчас будет просто. А я думала, это раньше было, кстати. Не, это вот он сейчас типа, он там пьет. Вот. Это плохо, Бен. Да. А, у подруги. Водка моей бабушки, которую она использует, чтобы класть капусту. Чисто на кухне сняли. Настолько Вы... Не знаю. чтобы пить алкогольную водку. Без контекста, если смотреть, это похоже на какой-то приквел сериала «Школа». Ну, не. Школа, это который там... С Гай Германика, который. А, вот этот вот, ну... Нет, тут такого трэш не будет. У нас просто ужастик. Да. Это типа Бен пьет из своей помощи. Хорошо. Это импровизация. Это будет хорошо, Бен. Типа Бен напился, Бен плохо. Хватит. Где саксофон? Это кто еще был? Это Рулягу. Сейчас вроде будет голова долбится, да? Нет. Итак, Опять я. Бен. Бен, это такой парик или что? У меня был на волосах? Да, это был парик. Желтый? Сестру. Беллу Браун.
Цветом волос поменялись? Да не, я же очень много времени была блондинкой, и скоро опять стану, так что мне надоело рыжий уже. Это я постоянно блондинка. Да. У меня такая гло горячая. Такая горячая. Доня, на улице. Включается Это модный она, способ. если вы еще не поняли, это не я. Да, я думаю, заметно, вроде похоже. Что тогда? Я и она. Вот это я. Почему ничего не помню? Бэла. Вот. Что? О, Наконец-то Это я. лицо Бэна будет. я. А сейчас Прекрасное потом. лицо. Причем секунда. Я красилась так долго, чтобы одну секунду сыграть. Хотя обычно боком ты сидишь. Ну-ка. Я как Бруно здесь, слушай. Бруно, этот, который Бруно? Да. О. О. Я даже не могу не смеяться. Поэтому ты все полубоком. А я- Запомните этот лик, этот прекрасный лик. Как вам моя щетина? А бровки. Я не могу не смеяться. Потому что я смеюсь ведь. Да. И слышу тебя. Брови щетины из разводов. Из разводов это что? Ну, это просто чисто тенями был накрашен. А, мне Эмили Я звали. типа говорю Эмили, Это что такое, что что это ты такое? нашла? Это типа вот коробка вот эта. Что это за коробка такая? Я, блин, говорю, вот себе под нос, вообще ничего не слышно. Нам нужен был микрофон, чтобы нормально снимать, но... Что есть, то есть. Смешное лицо. Nobody, hello. Hello. Не смотри на меня. Блин, я только что прочитала в интернете то, что в 1989 году Я пытаюсь ее подвинуть поближе в камеру. это твоя сестра в этом доме, и тут вот теперь В 1000 каком году? В 899-м, что-то. Ты ж сколько нам лет тут? под сведением интернета в Ютубе. А, типа, ты кто? А, у тебя... Белла, как ты здесь оказалась? О, тут типа мне привиделся призрак Беллы, сестры. Какая Белла? Как ты воскресла? Я не Белла. Белла! А, ну, что ты мог? Как ты тут оказалась? Овержом причем. А, типа, я туда побежала. Бен! Бен, ты... Бен, я не Белла, Бен! Бен, я Эмили! Бен! Бен, что с тобой? Это мой парень смеется, потому что он давно тоже это не видел. Бен! 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 Ты не дышишь! Он дрожит, говорит, Все? все, так. А сейчас ты не будешь ничего? А, все? 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 Все. Должна была быть вторая часть. Эмили. А, Белла вот сама монета купила. так где была. О, мама была. Это только была на фотке. Так. Это был прекрасный ужастик. Про... Модности Бавор. Вот я давно его не смотрела, я вообще даже не помню, что там в этом. Тут 4 минутки, тут недолго. Как вам наше видео? Я в нем так грудь красная уже. Я обгоревшая. Как вам наше видео, ребята? Ну да, строго так не судить, это наши приколюхи детские. А это на пародия на модный приговор, который на Первом канале идет. Здравствуйте, я Александр Зайцев. Я веду шоу на Первом канале, шоу, Почему Зайцев? где Это типа Александр Васильев, а А, не он не Зайцев. За- а, разве не Зайцев? Не, он Васильев. женщины превращаются в богинь. Как женщина превращается в баги. Встречайте!
Мне нравится, что тут нету сценария, мы его не... Тот же сценарий, который был к предыдущему фильму, да? Мы там писали, там было просто Бен должен что-то сказать. Эмили подошла к нему. Да, это была... Здесь, в принципе, тоже импровизация. Режиссерской версии так и не случилось, да, увы, Илюша, да. Модный приговор на Первом канале. Сегодня у нас в программе героиня, которая не видит вкуса, и ее обвиняет в этом подруга. Подруга встречает подругу. Встречаем ее. Здравствуйте, Елена. Типа она такая лохушка пришла. А откуда у вас столько париков в начале 10-х? А у тебя косплеев много Я было? косплей делала. Вот. Если я не ошибаюсь, вас зовут Елена Зелененко? Зелененко, да. Я, наверное, думаю, что Зелененко. вам трудно повернуться в своих 3 халатах. Здравствуйте. Я очень... Чем питается ваша подруга? Он типа всегда улыбчивый, этот Василий. Безвкусно, безвкусно. Посмотрите, как одеваюсь я. Все, как надо. Хочешь, сходи ответь? Сходи и ответь, а я пока развлекаю публику. Ну что, сейчас она придет, сейчас она ответит на звонок, очень важный звонок. Боже, мне так жарко, если честно, это ужасная жара, просто достала. Хорошее мини-видео, Алекс Пандемониум, thank you, спасибо, ребяточки. А париков, да, париков было много, парики. Илюша пишет. Ну, в целом вы уже в том возрасте хорошо ловили синопсис этих роковых передач. Да. Да. Ну, там же все легко, всегда же все очень на поверхности. Так что тут? Мне так жарко, я не знаю, куда себя деть, если честно. Да, я вижу теперь, что тоже жарко. Сейчас придет наша вторая героиня, с которой мы будем продолжать наше шоу. Нет проблем. Нет проблем. Вообще, париков-то было не так много. Там был рыжий парик, оранжевый длинный парик, какой там еще был, потом черный был парик, еще какой-то был парик. Мы стриглись все время. Не так и много. А вообще жара замучила, если честно. Обожаю дождь. Дождь — моя любимая погода. Давайте отмотаем немножко вот здесь. Хочу посмотреть еще раз на свое прекрасное лицо. О! В другую сторону. У меня тут дует вентилятор, иногда так хорошо становится на 1 секунду, потом опять жарко. Вот кто-нибудь хотел бы увидеть пересъем чего-нибудь из того, что вы посмотрели? Тут, кстати, самый интересный видос, он будет в конце, наверное, в конце его покажем. Слушай, а принеси мне ингалятор, пожалуйста. Чего? Ингалятор. А где он? В сумке в белой. Кручу-верчу, крутая. Сумка где? В коридоре. Нет. Она вот здесь поближе, да. Я слышала, ты там смеялся? Да, было смешно. Чё, тоже слышал. Я видел. Видел? Я что-то распереживалась от смеха. Аж нужно было брызнуть ингалятором. Я вижу вас так много, ребята. Вам что, нравятся такие видео? Это лучше, чем сидеть смотреть, как я играю? Вы что? Ну ладно, да, это правда лучше, чем играть. Что может быть лучше, чем просмотр видео с подругой, чем какие-то игры? У меня аж губы мокрые. Я перемотала на свое лицо, чтобы... Вам трудно повернуться в своих 3 халатах. Кто тут пишет? Здравствуйте, Владимир, Елена, что-то там. здравствуйте. И чем вам Конечно, нравится хорошо. ваша подруга? Она безвкусно одевается. Безвкусно, безвкусно. Модный приговор. Посмотрите, как одеваюсь я. Все, как
надо. Ну как сказать? Ну, как сказать? Великолепно выглядите. Так и сказал. Это вкусно. Ну вот, и я хочу, значит, что сказать. Просто, да пофиг. Так, Алехандро Пандемониум просит нас послать ему приветствие. Алехандро Про Альварадо Альварадо. Ри. Hello. 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 Он, Алехандро. он, наверное, ему надо Ой, господи, как по-испански-то... Ола. 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 Как сейчас скажу? А погоди, Погоди. Не итальянец? Нет, не думаю. Испанец? Испанец, думаю. Или мексиканец? Сейчас. Нет, комила это по-итальянски, да? А, как дела-то? Да. Я не знаю, как по-испански это дела. Кепаса, сукаса. Не помню, простите. Пожалуйста, ладно. Да, дальше мы переключаемся. Ну, ты смеялся. Вы обвиняете в дискуссии, но мы сделаем из нее настоящую богиню. Итак, встречаем богиню. Очки ноготочки такие длинные. Ну, Я вообще, такими длинными сейчас носками просто всё такие ходила. коротышки. Вот в душе. Так, богиня пошла. Встречаем Вячеславовну Зайцеву Абрамович Юлию. Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Ваша подруга вас обвиняет в искусице. Я бы хотела узнать вас. Да, та подруга, которая халаты. Типа она и так зашибись одета, а вот она безвкусна. Да, вот это безвкусно в моей домашней одежде. Ваше мнение. А Михаил, greetings from Australia Wing. Австрия Wing. Hello. 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 По поводу своего внешнего Ой, вида. тени Мне мне кажется, я очень модно одеваюсь. О, нормально Наверное, одета? это вам только кажется. Итак, наша программа стилистов поможет вам осознать Очень элегантно отшила. Да. все Он вообще высшие не точно точки. такие похожи у меня, точнее, Он на Александра. мексиканец. Ну, мексиканцы А. по-испански же говорят. Так Ола. Ола? Ола. Моды. Итак, я хочу выслушать мнение ведущей, точнее не ведущей, а нашей специальной гости Инны Зобовой. Я Инна Зобова. Просто хвост себе нацепила, такая я и назвала. А ты бачки себе Мне нравится, сменила что ты бы. тем же самым голосом говоришь, и без разницы. Ну что я хочу сказать по поводу внешнего вида нашей героини. Я не вижу в нем фэшена. Это не найс. Вы понимаете, что если вы одеваетесь, даже если вы одеваетесь просто... Виктор предлагает кинуть нам это в ТикТок. Так, Ну, формат-то не тикточный же. кому это интересно? Да, это же 4 минуты. И Ну и вообще. плюс оно горизонтальное, не вертикальное. Я бы кинула в прикол, но я даже не знаю. Просто на улицу вас Кинь-то, Но блин. если бы это были какие-то там 15-секундные видяхи, там, или минутные хотя бы приколы такие, Тут, то ладно. тут, понимаете, саспенс, там напряжение, все такое. Это надо Да, сидеть вот, смотреть. ну, либо, может, жгучий аромат в нарезке, этот. должен быть фэшн. Весь эстетика Фэшн, подойдет. фэшн Какой это же? все. А вы не nice, вы не beautiful. Но я верю, что команда стилистов поможет вам стать Какие-то very Ну, good. если только какие-то нюансы. Ну вот где это Возвращаемся манка, и у нас да, преобразование. другое, Я бы хотела вам представить новую богиню нашего шоу Юлию. Итак, встречаем Юлию в новом образе. Там какой-то нарезка. Это так инстинктировало, компьютер полетел. А, у меня комп полетел. Юлия, Я типа перезагрузка, где пожалуйста. им что-то там перемазать, лищики там. Что тебе модно? Как вам новое, как вам новое преображение? Это так классно! И это все, что вы можете сказать? Как новое ощущение, новое мировоззрение? Ну, конечно же, чувствую фэшн. Фэшн во мне бурлит. Выглядит фэшн. А по сути, еще в те времена, когда это делалось, у людей была тяга к такому формату, просто ТикТок получается. Ну, вообще, мы смотрели Катю Клэп, да, Ну да. и такие, мы же тоже блогеры, мы сможем сделать, но мы не выложили никуда, потому что мы сыкло, так что... вот. Да, так и есть. Как будто бы я вулкан. Ты такая, не знаю, мне просто классно. Спасибо тебе!
Алекс пишет мне. Ты так классно, спасибо, то, что ты сделал эту передачу. Ты все для меня, и я теперь чувствую фэшн такой классный. Итак, это было мнение нашей героини Юлии. Итак, приходите к нам в программу, пишите нам на e-mail, звоните, улица Академика Королева 12, дробь 3. Приходите к нам, и мы изменим ваше будущее в самое лучшее будущее. Я именно забыла говорить вам всем, то что, девушки, будьте более фэшн. Фэшн — это наше все. И будьте индивидуальны, каждый во всем. Все, вы nice. Там что-то Ну, она всегда вечно. пытается молодежный. Это что? А, потому что это было снято до ужастика. И это в монтаже было вот так сделано. Или нет? Не знаю. Вроде после. Так уже. много видосов, да, тут много видосов, так это можно закрыть. Ну, вот этот главный. Это нет, это мы смотрели. Это мы посмотрели. Повелитель стихий, все. Ой, извините. Этот, я думаю, он будет очень долгий, не Да очень давай, понятный. нет, так а чё у нас, Нормально. мы тогда что, стрим что ли закончим? Давай, нормально. А предыдущих два было понятно, да, по-твоему? А ну, может быть, надо спросить, ты смотрели вообще человеческую многоножку? Давай, да. Итак, ребята, кто из вас смотрел «Человеческую многоножку»? Вот такой вот фильм, вот ужастик. Ну, такой, эдакий нестандартный ужастик. Там, Очень где... дурацкий фильм, на самом деле, да, такой он совсем. Да, там, где какой-то... ну, начиналось все классически, 2 девушки или 3 девушки там потерялись. Где-то они забрели на какой-то дом, там какой-то чокнутый профессор их поймал и пришил их... просто пришил их друг к другу. Да, была. Когда-то все было. Вот. Так что и мы решили снять медвежоножку. Типа он поймал профессор чокнутые медведи и вот их снял. А медведи сперва бухали. Так что как-то так. А получается написали. Я вспомнила, как пытался записывать летсплей по GTA на планшете, однако эти файлы сгинули в небытие в Google аккаунтах. Ну вот у меня также было 2 фильма, которых мы сняли. Это было продолжение ужастика какого-то, и еще какая-то фигня с поездок. С поездок может быть. А было... Ну, может быть, за визой, когда ездили. Было снято Нет, это. за визой есть, они на компе лежат. Это тут. Вот где мы мажем-то меня, типа Это вот перезагрузка. была одна часть, и она просто исчезла, да. Многоножку не смотрел, это, как по мне, полутрэш по типу фильма «Бивень». Не, ну это с «Бивнем» не надо сравнивать, «Бивень» нормальный фильм по сравнению с «Многоножкой». Хотя «Бивень» тоже еще тот. Ну, наслышаны, значит, суть как бы в курсе. Да, Ну, короче, кто-то делает многоножек из чего-то, из кого-то. из медведей. Так впечатлило. Особенно 2-я часть, да, была ужасная? Ну, она мерзкая, да. 3-я просто какая-то отличная. Вторая мерзкая, а 3-я нам смешно очень. Вообще было всегда страшно. И компания Paramount Pictures при поддержке Fra Productions представляет фильм, основанный на реальных событиях. Это вам не шутки. Действие фильма основано на реальных событиях. Действие фильма происходит в экзотических лесах Мексики, в кругу пустынь, гор, кактусов и фикусов. Действие происходит между 2 видами животных. 3 животных, бегемот и 2 медведя, имена вы узнаете в процессе просмотра фильма, идут и попадают в очень нелепую ситуацию. Зато смотрел «Слоника». «Слоник» вообще гадость. Они просто безалаберные животные, варя нелегальную медовуху в лесах Мексики. Фигню насилует, какая-то ваза или чаша хрустальная. Мы это осуждаем. Что-то какая-то. Ну, это да. Нет, Мы осуждаем все такое. Итак, фильм века. Еще очередной фильм века. Варя нелегальную медовуху в лесах Мексики. Так, еще раз, это со смыслом. Вы узнаете в процессе просмотра фильма, идут и попадают в очень нелепую ситуацию. Они просто безалаберные животные, варя нелегальную медовуху в лесах Мексики. Итак, фильм века. Я помню, что ты так придумала про нелегальную медовуху. Медвежоножка. Хей, братюня, мы сегодня варим медовуху.
Что ты делаешь? Ты не Паула. Ты же Педро. А ты Кармелита. Что ты за правда Кармелита? Когда видео идет, вас вообще не слышно. Ну, я не знаю просто. Вот так хорошо вам слышно видос? Хватит. Что тихо так он. А, свадебная ваза. Короче, делаешь. Ну я помню, как это ваза или там чаша. Смотрите, как скрыты руки. Никто же не видит, как медведи двигаются, да? Так не пей. Давай. Эй, Хулио. Я лихо, это Хулио. Это Педро. Педро, это в баночке льем. Вот так, Тут это все. будет очень А много. теперь эти баночки должен... Показывать. Я не знаю. Можно сразу переместиться под... Короче, мы это мотаем, потому что тут непонятно. Они, в общем, напились. В общем, да. Это типа горы. Мне нравится, когда он будет... Да. Вот это вот смотрели, погоди, это не надо перематывать, это хорошо. 3 минуты и бух еще просто. Я даже не могу разобрать, что они говорят, если честно. Ну ладно, все, давай пройдем. Ага. Я ухожу в свою дорогу. Он не дал мне пятюню. Ой, дай пятюню там. Давай, пятюню. Опа. Я не понимаю, что говорит. Он не дал мне пятюни, 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 пятюни. Не дал мне пятюни. Но он обиделся, и сейчас будет вот это танцевать. А, ну типа, они типа разошлись. В общем, разошлись. И Педро остался один. И он напился, вот этот напился, и вот он Это начинает Педро? танцевать. Или А это Педро Хулио? серый? Это А Хулио. я не знаю. Ну, неважно. Arriba, caballero, todo el mundo a la pista. Que llegaron los locos para poner esto sabroso. No quiero a nadie sentado. Arriba, todo el mundo Да сейчас мы будем еще. Мы будем тут в супер образы. Кукольный театр у нас, да? Ну да, ну имеется в виду. Представляете? Я так пьяна. Пойдемте гулять. Хулио, Педро, пойдемте гулять. О, пошли. Вот сейчас они уйдут гулять, смотрите. Все, пошли. Да, конечно. Все. Абсолютно незаметно, как они идут гулять. Никто не знает. О, Итак, это профессор, который их заманил в свою ловушку. как вам брови? Да, Из очень. картона или из чего? А почему их не нарисовать было мне? Наверное, надо было домой ехать и, типа, чтобы не стирать. Ну да, прикинь, такие черные брови долго стирать. Ну, наверное, да, из-за этого. Кого бы мне изловить в этот раз? Кого бы мне в этот раз соединить многоножку? Я Хуан Бардеско щенок. Хуан Бардеско. Перед вами. Как уж эти выдуманные не надо. О, Хуан Итак, Бардеско. я беру свое новое ружье. И я иду Это от штатива, да, сумка? на охоту отстреливать бедных маленьких животных. Меня всегда смешило здесь, что он приходит туда же. Да. Медведи! Медведи попались мне в капкан. Ружье. Как мне больно, меня попали мне в нос. Попали мне в ягодицу. Попали мне Они угодили мне в капкан, и я их Немножко походы очки, как в первом Ведьмаке, у персонажа тоже имя несу домой делать многоножку. О, боже, нам никогда не выбраться отсюда. Я помню. Я вот так делала, вот так вот, и у меня потом челюсть 2 дня болела от этого вот. Ну, мы первые смеялись много, ну, плюс это было... Так вот я ходила, и мне просто здесь все болело потом от этих мышц. Накачала мышцы. Да, вот эти вот. Бардеско, вот так. Хуан Бардеско. Меня. Хуля, это все ты, Хуля, виноват, что ты, Хуля, ё-моё. Ну что нам делать? Посмотри, какие оковы, нам просто не вылезти никогда. По-моему, у нас?
Да, это мастер перевоплощения. Сам ты колоссальный. Хуля, что ли? Я вот Хуля, так у меня имя. А ты вообще... Да я так не понимаешь, а ты Хулио. Это, наверное, насмешило имя Хулио, поэтому... Хватит ссориться всем, Это молчите все. Итак, сегодня, мои дорогие посетители, я расскажу вам о том, кто я такой и что с вами будет. Я Хуан, доктор Хуан. Хочу с вами проделать нечто особенное. Я так взяла за своим маленьким бегемотиком. сейчас будет просто Сделался музыка. эксперимент. А сегодня я хочу вам показать, какой Эксперимент. вещь. Так я вам расскажу, что с вами будет. И я собираюсь, я Хуан, я собираюсь с вами сделать многоножку. Ну там было Господи, хотя мне повезло быть первым. Итак, Кармелито, ты будешь последний, первый, второй. Потому что ты больше всех вякала. Вякала и вякала. Когда? Пока, Алекс Пандемониум. Пока. Goodbye, goodbye. Goodbye. Say А you forward. посередке самое ужасное место достанется. Только не мне, не говори, что Ты видишь еще здесь кого-то третьего? Педро. Педро, ты будешь вторым. Потому что ты... А, ты последний, блин. Итак, я попытаюсь соединить мою медвежью бегемотью многоножку. Пойдемте. Вот оно соединяет. А теперь, дорогая моя многоножка, пойдем гулять. То есть ты Он последний. выгуливает ее. Да. Да. Что-то с голове. Я не знаю, я вообще не знаю, как это родилось. Самое обидное, что из всех этих фильмов первый самый фильм пропал, где был усач из кустов. Ну, значит, с кустов Самый крутой был. Фатуш еще да, пропал. это вот два крутых фильма, они просто исчезли, ну, потому что мы сняли их вообще. Это был у меня Samsung такой старый, как... Или Nokia, этот вот такой слайдер, Нет, это или был, как это на Samsung называлось? было снято. А, еще на Samsung. Да, это еще было... Ну, это вообще 100 там лет год назад. 2008-2007. Даже раньше, мне кажется. Ну да. Да, мы тогда посмотрели, господи, как это было ужасно, да? Да, а да, мы любили ужастики, мы смотрели все трешовые ужастики, все какие-то дебильные ужастики, все смотрели. Но он попался нам, и мы такие, о, Ну, новый посмотрим. фильм ужасов, вау. И вдохновились, да, и начали вот это снимать. Теперь Ну, не блин. забивается. А вот она. Просто миленькая, такая кумышная сосиска, красивенькая. Кто ты не косолапый. Да, тут, короче, я буду что-то разборки какие-то Мишка делать. косолапый идиот. Мишка косолапый. Идиот? Да, слушай. Ты мне перечишь. Ты мне не перечь, Мишка косолапый. По лесу идет. По лесу идет. Нес тебе правда. А, по лесу идет, я Ну, думала, да, идиот. ну, на Думала, тему. ничего себе. Ругаешься тут. Смотрите все. А, она распалась. Это, кстати, импровизация. Она не владеет. Да, начали сбегать. Идите вы на, не сходите, не пойду, не вообще хотите, буду все по полу, от вас отпуск, по полу. Я не понимаю, что такое, где ты сейчас? Что? Что-то там он не понимает. Ты где? А, ну типа, где начало многоножки. А, она распалась, да, он не понимает, куда что делать. А где ты? А, ты полицейский вышел. Слушай, детские плачи. Я тут буду играть, кстати, я забыла. Я Кто думала, что стучится только мне так. в дверь? Значит, тебя можно убить от третьего члена.
Откуда у вас было столько свободного времени и пространства? Это было Пространство это одна комната до 12 квадратных метров. Или не побольше. 10, Ну, блин, да. да Не, ну так. побольше вроде. кажется, Ну, не суть, 12. короче, комната. Это была просто моя комната, и свободное время это просто после школы было снято? Да, мы же это Это было, наверное, снято школьницы. за час. Да, да, это вот после школы приходили, и там часов до 6 мы снимали. Ну, иногда с ночевкой оставались, то снимали там до вечера. Это было вот время. Времени было вагон. Это не сейчас. Ножки сделать. Да, это не сейчас время. Пространство-то да, это загнуло. О, полицейский идет. Полицейский, он такой накуренный полицейский. В школе всегда было больше, чем потом. В школе, да, ну в школе было время. Служба поступила странный вызов. Все слышат ночью крики медведей. Вы представляете, медведи кричат: господи, кто в это верит? Ну, если только наркоманы. Я милиционер. Вот, видели все? Все увидели, конечно. Конечно, все, господи. Ой, нельзя палить свою пушку. У меня такая пушка, да ты просто такая пушка. Чего это такое? Нельзя слышать пушку. Мне нравилось и сами двигаться. Я слышу зверский плач. Это отсюда. И вот я подхожу. Кто же это? Это лучший переход, по-моему, который может быть. Я стучу туда, а ты отсюда такая. Вот это твоя камера. Это еще говорит про пространство. Ну, мужские роли. Ну, у нее же тоже мужская роль, вы чего? Мистер Хуан. Да, это кто-то же мужик. И, кстати, в модном приговоре у меня были все женские роли. Чего вы тут? Не, ну кроме этого. Мистер Хуан Бенджерс. Нет, где-то я, у тебя женские были. Да, кстати, все женские были. Все вы такие, да, все вы такие. Что ты, кто ты? Как твое имя? Мне нравится, что я смотрю, я постоянно их трогаю. Хуан. Хуан? Хуан. Да ладно, ты учился со мной в классе? Я учился не с тобой в классе, учился с Дикой, Светкой учился. Ленка, ты все с Ленкой учился. Типа друганы оказались, я забыла. А ты натворил на ножку опять слепить, что дело привычное. Чё вы в детстве, что ли? Да в детстве ты где перекошите меня. Кто мне тоже медвежий, беги, може, бага на ножку. Медвежий бегем. Ой, спасибо, ты мне несешь шкафу, спасибо. Грибами пахнет. Грибами пахнет? Да. Она действительно грибами. Это грибная. О, нам отправили 5. И юст чамилатистый сливиаболт. О, thank you. Держаться за усы полицейские. I just жетоны, came. музыка. What is the life about? It's a video about our childhood where we can play like Angelina Jolie and Brad Pitt. Thank you for donation. Давай сердечко. Взятие в 228 российской статьи сдав. Это такие шутки. Барон. А я думала, кстати, что это твои брови. Я что-то так вот смотрела, я думала, это твои брови.
Ой, ну что, осталось, так, давай жениться. Мы смотрели «Повелитель стихий», самая моя любимая. Осталась только одна, да? Да, «Повелитель стихий», это моя любимое видео. Это мы был самый смотрели, первый? вот «Повелитель стихий», это просто... Ребята, мы скоро закончим просмотр. Мне так жарко стало, боже. Мы скоро закончим наш прекрасный просмотр. Наших прекрасных видео. Да, ну вот это просто... Это я вот его часто пересматриваю, мне оно прям нравится. Предыстория. Легкая предыстория. Сейчас сниму наушник. Что там за история-то была? Мы пили... Это, да. Да. У нас было мое 18-летие, и мы пили. И что-то сидели, нам было скучно. День рождения, короче говоря. Да, вот я помню, что это было после моего 18-летия, мы как бы в честь него устраивали только ту тусовку у вот девушки, которая будет третья, это тут третий герой будет. Вот. Который мне не отвечает на сообщения. Да, с которым со мной все не хочет встретиться. Вот, и, короче, тут третий герой, мы, короче, пили у него вот этого третьего героя на квартире, и что-то нас в голову... Или выпивали просто. Выпивали ли это чисто так, вино, Ну, там, короче, было день рождения, 18 горчительные. лет, надо было отметить день Да, и рождения. что-то сидели, и давай начали просто снимать. Это вообще импровизация, без всяких сценариев, без всего. Вот мы просто импровизировали. Было смешно, прикольно. Нашли сразу, как это называется, всякие наряды, эти бантики. А откуда этот бант? Это же Так не мой бант. это ее вроде, нет? Это А не мой бант? Может, Бант-то. твой, а что тебе было брать Зачем в он гости с со мной ночевкой, да? И в день, когда мы там буянили, ну как буянили, мы просто снимали кино, как бы это, это не буянство было, нам вызвали полицию. Нам стучали соседи. Нам потом- стучали соседи, а Да, причем мы не потом- слышали. Да, мы как бы так там заснимались. Это причем было, наверное, часов 11 вечера. Да, как бы не так и поздно, Не да? очень поздно было, да. Вот, и нам сперва стучала соседка, потом что-то с полицией было. Мы спрятались на балконе, как последнее сыкло, и боялись. И причем спрятались, как будто война шла. Мы пригнулись. Мы Типа- лежали на полу. Мы лежали на Чем-то. полу, укрылись чем-то там пледом или типа того, Да-да-да. и ждали, пока все стихнет. Причем не было там чего-то. Там постучали 3 раза, сказали: эй, пожалуйста, потише. И мы такие. Да, я не помню, то ли полиция стучала, то ли эта женщина стучала. Короче, Она что-то. кричала, что на Она полицию вызовет вызовет. полицию, да. Хотя просто 3 девушки снимали кино, да? Ну, что там может быть громкого? С другой Да, стороны. потом же она, помнишь, говорила, что это она все время, типа, за любой шум. она- ну, короче, какая-то... там сумасшедшая соседка Да. была. Мы там не так и шумели, просто снимали наш суперфильм, поэтому welcome, смотрим. Да, это наш главный эпогей нашего актерского мастерства, я думаю. You're completely different here from Instagram. No body. Sorry for it. Да. Ну что, Остросюжетная история. Боже мой. да. Экшен. Проститутка. Во всех этих мент, проститутка, мучитель Мастер животных. перевоплощений. Да. Моя женская роль, кстати. Да. Есть теляга моя. Какая чика, тут что ты сидишь, чика? Скучаем по бокальчик, чики. Подкат. А ты еще посмотри, а у меня менты запомнится. Ну, чика, где зовут, да, чика? У меня везде одинаковый голос. Что я Изобрази этот Александр голос. Васильев, что я, блин, Изобрази этот голос. вот этого. Да. Я такой, я такой, вот раз такой. Не Опа, такой, какая слушай. чика. А я забыла, это было уже тоже кучу лет назад. Но это, кстати, Это более 18 ранее, это мне более было ранее. тут, так это да, это самый такой. Теперь же что? Мне нравится, что он ничего не налит. Теперь за Это 9 лет назад, получается, что ли? А, это 9 лет назад. Сейчас. Черные губы с тобой. А, это вина. Ой, Нет, нет. это вина. Нет, От нет, сока. нет, Это нет. вишневый сок. О, Погоди, ты самое важное пропустила. так, все. Да, подкаты стиляги произошли, а у нее как бы мужик есть на минутку. Теперь там что? не Теперь за свободно. Почему к нам могли вызвать полицию? Чика, где зовут ты, чика? Теперь же что? Теперь за Я реально так орала, боже, какой ужас.
Вазген! Вазген на помощь. Она сейчас пойдет случайно. Наташка не изменилась почти. Да мы обе не изменились. Я только перекрасилась, и то это ненадолго. Я все такая же стерва. Или как там было, да? Ну да. У нас, походу, просто был черный карандаш для бровей. Я не знаю, потому что у всех вот так вот, блин, брови нарисованы. Интересно, он нас не наорёт, что мы показали этот видео? Ну, прости. Это самое веселое видео. О, это повелитель стихий. Вы забыли, как называется видео? Это повелитель стихий. Да. Кидает водой. Да, у них разборка, они стихи. Ты не знаешь, что здесь можешь показать, ты что ты мне будешь... Сап, hello, сап. А, здесь есть, кстати, сап. Смотрите, сейчас я показать. Марио, hello, Hello. Марио. Hello. Hello. Thank you for watching, Марио. Ты что ты мне And sub. будешь показать вообще? Что ж ты можешь показать? Ты что же можешь влыва? А вообще бомж. Бомж! Это он как бы вызывает его на эмоции, чтобы он показал. Да. Это так задумано было, что именно оттуда достать. Ну да. Земля. Я тебе... Воздух! Это Кондратий выхватил место. Я победил! А, все, победа состоялась. Но Боди заценил саундтрек. Yes, саундтрек is very good. Это очень эпично. А, все, примери. Ну как прыгали. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and staring. А ты там спокойно... Нет, я вообще все снимала так-то. Кто вам тут оператор еще, кроме меня? Вот. At me, I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. I'm sexy and I know it. Where can I watch this movie? Richard. No way. Sorry. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't find me all. And when I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tan my cheeks. Вопрос о появлении ментов снимается сам с собой. А нам казалось, что мы как бы все тихо делаем. Особенно, когда я орала «Вазген!» И когда мы прыгали, две такие туши. Ты-тыщ. Просто Огонь. почему бы вообще соседка пришла снизу? Почему? Никто не знает. Потом мы еще танцевали. Долго танцевали.
А, вот там какой-то танец будет такой. А, там танцует. А, ну это... Смотри на эти прекрасные усы, вот это вот. Что это Да-да-да, такое? такие... А почему он Вазген, у него такая, у меня прям Нет, полная? нет, такие ресницы красивые. У меня вообще ресниц нету по сравнению с Вазгеном. Ну да, да. У Вазгена хорошие ресницы. О, боже мой, А это до, наверное, еще. Ну, вряд ли это после. Это чистые, без черных бровей. почему Ра? О, боже, это сложно объяснить. Это очень долгая история, это... Она такая тупая, причем я как-то пыталась кому-то объяснить. Это Может, сложно. Ну, это был 2008 год. Или 7 даже, наверное. 7, может, 7. Ну, короче, неважно. Это был 14 февраля. И мы что-то сидели, и тогда были популярны очень ники всякие, типа... Фанта, Фанта, Кока-Кола, у Кола, нас Спрайт, там имена всякие, там, не знаю, Катя Спрайт, там, она какая-то Лена Кола, ну, условно. Вот, и мы что-то придумали. Привет, Антон. Привет. Это кто? Антон. Антон. Привет, Антон. Привет. Вот, и мы что-то сидели, думали, что-то такое придумать, ну, индивидуальное. Потом пошли двойные имена, были в моде, именно имя и отчество. Мы вот как вот так придумали свое. Был еще у нас Эдакое. друг. Валдис. И у него А, я был... что-то такое не помню историю. Ты помнишь половину истории? У нас был друг Валдис. Было много царей. Был друг Валдис, у него было... Никнейм был Рак. А, да? Да. А вот что, я думаю, почему тут раки всегда? Да, и мы, короче, Да. мы еще... Это было реально... Ты правильно... Понимаешь, ты половину истории правильно рассказала. Это был 14 память. февраля, бла-бла... Нет, мы помним разное, я тебе уже говорила. Да. И, короче, у него был рак, и мы хотели тоже переименоваться, мы с ним дружили, и мы такие, ну как-то что-то не назвать так же, и что-то там само так получилось. А еще мы слушали «Стороны Ра», вот. А, точно, это рэп-группа была «Стороны Ратова», с «Музыка солнца», ля-ля-ля, там «Стороны что-то Ра». такое. Вот. Мы обычно слушали всякие аматоры, стигмату, А потом мы стали да, оригами, решили. а потом что-то нас там переключило на «Стороны Ра». Хип-хоп, локдог. А, Локдог, это оттуда, кстати, вылез. Вот, и что-то такое. Но стигмату я и сейчас иногда Ну, я ностальгирую, тоже. аматоры слушаю чисто так, там «Сентябрь горит», туда-сюда. Сентябрь горит, Убийца плачет. убийца плачет. Такая ностальгия по 2000. В общем, как-то 2007-2008. оно само получилось Ра. Вот. Да, вот такая Видите, история. это нету какого-то... Да, всем 2007, конечно. Да. 2007 в сердцах. Он все горит и Да. все плачет и плачет. Да. Уже стал плакать. Так Всё. что вот. Как-то так. Ну, у нас все видео наши такие Всё, мы- кончились, остальные какие-то, ну тут их и нету уже. Я наоборот с рэпа на рок перешел. У всех разные становления личности. Ну, я до сих пор рок слушаю. Я могу как-то рэп только послушать. рок. Ну, Ну, я и рок рэп тоже. могу. Ну, вот у меня как бы именно вот моя любимая это вот рок, наверное. Но я старый рок люблю больше, я как-то по нему. Электронная музыка. Давайте, парни, задавайте свои вопросы, мне так жарко. Да, если какие-то вопросики есть, задавайте. А Мы так можем видео обсудить все. еще что-нибудь. А сколько всего это длится, где-то смотреть? А я не знаю. Сколько длится... Длится. Сколько длится стрим? Он сейчас скажет. Сейчас скажешь, сколько мы тут. Можем посмотреть что-нибудь. Что чемпион? Руслан пишет. Я похорошела. О, да, я похорошела. Особенно с... А, вот отсюда, например. А, ну нормально. Нормально, долго. часик. Спасибо, Руслан. Особенно вот отсюда. А там не видно. А, блин, извините. Просто тоже смеюсь. Сейчас такая шутка сама с Так, сейчас. О, да. Да, Вот. мне кажется, у меня такое ощущение, что вот я смотрю, мы особо не Да, они поменялись. поменялись. Тебе тоже привет. Да, мы особо-то и не это. Не, ну понятно, там годы идут, все такое, но. как бы Мы не только знаю. хорошеем. Вот именно. Мы можем посмотреть что-нибудь на Ю и пообсуждать мамаш или я не знаю, что-нибудь. Ты готова еще обсуждать? Или ты устала? Да не, не устала. Почему? Что можно пообсуждать? Завтра буду у тебя.
Да, Руслан, потом спишемся насчет районов. Я завтра буду, наверное, занята, кстати. Мне так жарко. Надо было сегодня тусить, приходить, мы гуляли. Рок можно и новый, вот рэп только старый, как на мой вкус, кстати, например, пишет Алекс. Каста, например. Кстати, например. Добрый день, я не вижу. Простите, пожалуйста. Ну да, ну слушайте, рэп новый, мне нравится такой, зарубежный рэп, он такой прикольный. И новый рэп русский, он как бы калька европейского рэпа. Хотя у Инстасамки тут был один трек, он мне понравился, новый. Так, давай зайдем на телеканал Ю. Что это кто-то? На пиво с бабой. Петр Алексеевич. Ой, нам задавать... Вот так вот. Петр Алексеевич на пивас нам задонатил. Нам донат 100 рублей. Давай, все. Да, спасибо. Спасибо, Петр Алексеевич. Спасибо. Спасибочки. Да, Что-то там кто-то ворваться может через час. Все не болит. Что такое синеболи? Типа пить Или синячить. Синабоны есть? Тренды посмотреть? Давай тренды посмотрим. А я думала с Ю посмотреть что-нибудь, слышишь? А что в трендах посмотрим? С Ю что-нибудь посмотреть. Да с Ю. Ладно, давай тренды посмотрим. А где тренды-то? Я так давно не заходила. На YouTube, наверное, это навигатор, чисто наверное. на сюда. Вот. О, я уже думала, вот это в тренде. Ну, спасибочки. Музыкалити, Сергей Бурунов. Что тренды такие? Чехол. Да, я пью. Да, Руслан. Ну, не болеть, мы поняли, что значит. Hi, Bunny, I hope million subscriber. Yes, Фейн Саран, thank you. Так, давай дальше. Давай что-нибудь. Ну, тут нечего смотреть, мне кажется, на все кинут этот. Что было дальше, полное говно. Это тренды, это вот то, что в топе Ну, то, что... находится. Давай Егора Крида. Да блин, она же кинет же страйк. Давай без звука. Или надо, давай со звуком. Давай посмотрим. Егор Крид. Заценим музыку молодежи. Мне Что сейчас слушать? Поменяемся. Наоборот? Здравствуйте. Добрый день. Говорит нам Егор Крид. Я так оставлю. Буду еще так делать, чтобы Егор Крид не узнал, что мы смотрим видео. Забыл цвет своих глаз, они всегда Что тупой. Решил забрать эти бабки, они такие здрасте. Ты что, вор? Чувствую боль на моих ногах сейчас, как тусы. Мы вчера чувствовали боль, прошли 14 километров. Ой, вот это боль. Я так люблю тебя, малышка, хоть мы и разные. Забыл цвет Это странно, вообще не своих глаз, они совпадает. всегда красные. Визуал, да? Решил забрать эти бабки, они такие здрасте. Не чувствую Они везде этот Рокс Пришел рекламируют. забрать свой рекламный Рокс. Если вы хотите рекламироваться у нас, мы тоже вставим. У меня есть карман? Нет, не есть карман. Да хоть куда. Хоть куда, мы куда угодно можем вставить Просто, вашу да. паспорт. в моих ногах сейчас, как Ну это так... Ну это смешно, блин, они грабят банк, и типа мы такие зубы почистим сейчас, и потом грабить начнем. Что это за бред? Слушай, ну вообще? вот мне кажется, нативная реклама это норм. Знаешь, когда типа, ну вот где-то в кадре что-нибудь бы на фоне, кто-нибудь бы чистил зубы на фоне, ну, например. Да, то есть, если вам надо пасту прорекламировать, Ну да. то есть это было бы нормально, но А не когда- пихать нам в зубную пасту прям в лицо. Когда, блин, он там типа банк грабит, и тут я только зубки почищу на секунду, и все. Да, Ну, Илюш, как-то странно. бестолковый текст, Илюш, ты прав. Ну просто девчонки хоть куда, это мы. Пушка. спасибо. Бомба. Мажоры. Самолет. Посмотрите на ютубе нарезку с ТикТока. Может быть, посмотрим Мажорио. Спасибо за донат, это очень приятно. Мы купим себе. Да. Нельзя говорить только. Спасибо. Что за нарезку? Какую-нибудь любую нарезку с ТикТока? Ну, ладно, может быть, посмотрим. Сейчас посмотрим, давайте трендики. Вот. Может быть, на Ю посмотрим что-нибудь. Да, мне без разницы, можете смотреть. Спасибо за донат. Давай скажи спасибо. Спасибо, спасибо. Я думала, я сказала. Ну, я память. я так люблю тебя, Вон он малышка, короче. хоть мы и разные. Он чистит свои пластиковые зубы, которые... Господи, что это за лик? Гуи
Тарис. Что за контент тут происходит? Вообще, если ты не был в начале стрима, пожалуйста, зайди на мой YouTube-канал, посмотри начало стрима. Мы смотрели видео из нашего прошлого. А теперь мы смотрим YouTube-тренды, потому что наши видео закончились. Вот. Очень разные. Кого Я забрал лучше? тебя поздно, он тоже хотел тебя, но уже поздно. Среди Это сук что за одиноко сравнение с Это тобой типа вся ОГ массовка. Будда. вот Этот это. парень, он слишком Что за никнейм дурацкий? Мгм, Мы как вообще. старые бабки. Эй. А кто это? Что это? такое? Кто это? Зачем он это делает? броком в сапогах, он даже не в кроссовках. Ой, он Ой. даже не в кроссовках, а в ботинках. Фу. У них голоса одинаковые из-за вот этой Абсолютно. обработки. Вот Так такая, это «Эй». автотюн дурацкий. Мгм. И вообще прям похоже. Ага. В клубе я только за Кстати, пожалуйста, оставляйте комментарии на Ютубе, а то мой Ютуб загнивает. Пожалуйста, давайте сделаем меня популярной, как Егора Крида и мою подругу. Мы будем как Егор Крид. Мы Я будем думала, петь. популярна как моя подруга. Думаю, да, конечно. Да, конечно. Ой, Ну, человек, у ну, ну. которого нет YouTube-канала, да, так популярен. Ну, типа, слушаешь его и понимаешь, как же нужно мало современным пубертатным особям, пишет. Ну, есть такое, но просто я уверена, это все дело в деньгах, которые они вкладывают в продакшн и продвижение. То есть, будучи, имея такие деньги, когда ты на рекламу столько тратишь, у тебя не может не быть просмотров. Ну, камон. деньги бесплатно. Голос, не да, появ- слушай. Я забрал тебя поздно, он тоже хотел. И- Не чувствую боль на Это из моих автотюна, ногах, да, час как такой в голос? сомнении. Ну, Но вообще сравнение с тобой одинаковые вся практически. Ну, анимасовка. разные чуть-чуть, ну Этот капельки. парень, он слишком броком Еще раз, с тобой озвучите. вся анимасовка. Сук одиноко сравнение с тобой вся анимасовка. Типа массовка Этот парень, он сейчас. слишком броком в сапогах, он даже не в кроссовках. Типа парень в сапогах и даже Даже не в кроссовках. Я не в штанах, даже не знаю, нет, не так. В клубе я только за деньги. Не знаю. И ты даже в кофте, но не в блузке. Да, ты Или даже в что-то шортах, но не в штанах. Бесплатно не появляюсь на тусовках. Ты со мной рядом как монитор. Но сейчас не Ты со мной рядом, как монитор. Ты со мной рядом, как стол и стул, блин. Мы так с тобой подходим друг к другу, как чай и, не знаю, ложка. как баритон. Петь не умеет, Тебя вот и так много, что автотюн. перебор. Суки, Да, Егор Крид умеет петь, в этом и странность того, что были же треки, где он пел прям вот пел. Ну да. Ну, первый ты его как язык это коридор. Ты не ходишь, Делай мне кстати, сладко, как Хариbo. А, да? Звезда, но я начинал с палева. Не ношу палево, Не но ношу палево. Вода, утоли меня, огонь. Вода, Зажги утоли меня, меня. сироп, утони в меня. Что-то Сироп. зеро, Нет, бутани сироп в утоли меня. Я с детства Ой, твоя это фанатка. Где можно купить твой мерч? Анжела. С детства, пожалуйста, скажи, сколько тебе лет, Анжела, пожалуйста? С какого детства? С какого детства, да? Мой мерч, если вы хотите мерч, я его запущу. Не вопрос вообще. Я уже давно об этом думаю. Пиши в директ, я тебе могу сделать его. Будет твой лимитированный мерч для Анжелы. Я напишу Анжела. Да, И кстати. тебе нарисую твою Анжелу. А будет очень классно. Вам говорит мастер мерча. Да. Так что обращайтесь. Ну, я не про себя. Гуитар. Блин, пожалуйста, можешь написать вот гур-бур-дур свой никнейм? Гувандарванаст. Гитарист, наверное. Гитарист! Господи. Мы Вот тупые. это, блин, ребус. Вау, сложно. Гитарист. Он сейчас в Black Star. Разве Егор Крид в Black Star? Да, Блэкстар. Так он же выгнали его. Он же ушел А, из Black да, Star. точно. И так и Тимати ушел. Они же все точно Кто там вообще сейчас. есть в Black Star? Какие-то там мужики. Короче, им нужен так называемый респект. А респект от кого? От пасты Рокс? Или от кого? Душнить как... Да, раньше было лучше. Да нет, раньше было тоже так же. Может, по Токио Хотель посмотрим? Хочешь? О, я даже уже забыла. А нам интересно, кинут этот, ну, в страйк не кинут? А что это? Ну, типа, удалят потом мне видосы из-за того, что у меня звук есть. С Токио Отелем. Токио Отел. Хотел. Блин, так хотелось бы посмотреть старых клипов, ребята.
Невадутан мы любили еще. О, да, кстати, Невадутан. Вот раньше было лучше. И я, кстати, иногда слушаю Невадутан. Я Невадутан часто слушаю. Потом они стали Тюка-тюка. Паник. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Да, вот вы знаете Невадутан, тут Революцион или Да, что кстати, там, кто-нибудь Фарбай. знает Невадутан, группу такую? Ну, они потом Паник стали. Это немецкая рок-группа, их там как-то было сперва дофига человек. Потом они Выгнали моего потом- любимого. Да, как-то, короче, осталось там буквально из там 5, ой, из 7 там, по-моему, их Короче, еще дофига. BTS нашей молодости, вот. Да. Вот эта песня. Вот, Да. Ой, да, Ну. мы не такие все знаем. Но в нашей молодости мы вот такое слушали, и это было получше, чем вот этот ваш Rigor Creed. Идея для персонального мерча звучит как идея «возьму на заметку». Ну, да. Эй, я тоже хочу свой персональный мерч. Не, я вообще хотела сделать летом, но я не знаю, как это продать, то есть у меня нету платформы. Там 3 или 4 названия было всего. У Невадутан? Ну вот Невадутан, Паник, а потом еще что было? Как еще название? Я не знаю, какие названия еще. Знаю, что Паника, они потом были, потом что-то случилось, и все. Я их больше не слушала. Может, они сейчас там. Я после Паник и не слушала их. То есть, ну, вот Мгм. только те старые треки, они были крутые. Ну вот они были классные, такие были вообще необычные. Давайте дальше. Прощай, удали меня, украл твое сердце вор. Сука, ревет как мотор. Нельзя. Украл твое сердце, я вор. Сердце. Кто там Я что-то послушала. кряхтит, как мотор. Холодно мне, как укор. С тобой мне не нужен никто. Упле. Упле. Да Невада еще Ещё одна. одна. Ну мы, видимо, тогда еще не слушали, наверное, поэтому. Забыл цвет своих глаз, а не Забыл цвет своих глаз, Опять я не тупой. помню ни хера. Я опять его дала. решил забрать эти бабки, они такие Дрибл. Чисто не чувствую рифлёвка. боль на моих ногах сейчас. как Этот сын. боль в ногах у того своих глаз свет, этот Что боль вы, в ногах. ребята, постарели, походу. Какие-то дурачки, не иначе. Малышка, хоть мы и разные, У меня малышка, волосы в был пол. цвет своих глаз, Простите, пожалуйста. они всегда красные. Эти Удалась, бабки, они глаза красные, мы поняли, да. Отвратительный клип, Это отвратительный. херня. Ой, Да, нельзя. ну херня еще. А, можно? Да. Ну, как-то Вот так. так вот, типичный компьютерный клуб. Ну давай, что такого типичного? в компьютере? О, слушай, Откуда я... люди знают сейчас про компьютер? Сейчас же есть компьютерные клубы, прикинь, дети опять ходят в компьютерный клуб. Мне показывал факт вот этого человека. Вот этого парня. Как назывались эти видосы? Помнишь, когда был трек какой-то, его включали, а потом все колбасились под него? Помнишь? Не знаю. Дабстеп? Че не в школе? Настя и Нет, тренды. это совсем отстой. Это тоже... Давай вот это. В этом видео хочу поговорить о даунах, ворующих колпачки от машин и на чужие Что участки. такое колпачок в машине? Колпаки, что ли, или какие, или колпачки, что они имеют в виду? Гарлем Шейк, да! Слушай, Алекс, ты помнишь? Ну, я не помню, что такое Harlem Shake. Я такого не знаю, не знаю. Ты знаешь. Такого. Это по-английски. Интересно, YouTube. Гейк. Ичлиевидич сесер. Ичбиндиен фань. Ансон О. истменелия блингсбанд. Это что-то из Невадутан? Давай узнаем. А что там? Ичлиби, что-то там. О, смотри. А, я так сильно люблю тебя люблю, очень я твой сильно. А, поклонник. это. О, Это я даже могу Hands перевести On, моя первую любимая фразу. группа Hands On. Что такое за группа Hands On? Ой, не знаю. Это руки. Давай по-немецки как А там. так это ж руки вверх? Hands On? Да? Hands On? А, руки вверх? Нет? Может. Руки вверх, крутые треки. Нет, если я правильно Ханс. понимаю. Может быть. Давай, говори спасибо по-немецки. Ты же А данкишен. Данкишен. Ну какой же я немец? Ну так, данкишен. Dankeschön. Я могу тогда и по Dankeschön. merci beaucoup сказать. И грация мили. Да, на всех языках. Мы ж полиглоты вообще еще те.
на даче забирались. Ну короче, что только не исполняли. И скручивание колпачков от машин тут не Что это? Это от, ну, шина, и чтобы закачивать, ну, это вот клапан-то, чтобы надувать колесо. исключение. Мы, конечно, Ну, этим не что, занимались, но зачем было они много нужны? ребят, которые что-то подобное исполняли. И я подумал, оставлю-ка я эту Мудаки, боже мой. Зачем это нужно делать? Вообще, кстати, даже не понимаю. Я думала, колпаки имеют в виду. Зачем Тему ролика на колпачки? Ня, аригато. Ня, ичи, ни, сан, ня, аригато. том. Но стоило мне недавно залезть в ТикТок, и я просто ужаснулся. Оказывается, что скручивание колпачков от машин среди школьников стало новым трендом. Но перед тем, как мы перейдем Господи, что за бред? к самой теме, расскажу. Я Обоим не было пойму лет детей, короче. уже с работы Ну да. вернулась. Он такой Чё мне вообще говорит, это воровать? нет. Я ему говорю, набирай своей маме прямо сейчас. Он что-то говорит такой, зачем? Я ему Боже, кому это нравится? Это отвратительно. Дизлайк. Даже смотреть неохота больше. Угу. Ну, какие-то тренды вообще какие-то, что это, Ох, собственно. ребятушки, всем привет. Ну что, Почему это в трендах? Это всего 107 тысяч О, да, кстати. просмотров. Ничего такого. О, давай там. еще один музыкальный клип. Славка Мэрил. Вау, Тойотка. Тойотка дала ему рекламу. Это Камри 3.5. А, он себе купил машину и теперь рекламирует ее, да? Вот прикол. Им что, не о чем спеть? Типа, купил тачку и типа буду о ней петь. А я вот купила себе блокнот. Что мне теперь? О боже, я купила босоножки или типа того, да? Ну, Будем петь. что-то есть в этом, но... Давайте дальше. И это, видимо, все. Вот она сейчас будет ехать. Такой, Съедет будто бы, знаешь, самолёт. какой-то русский есть какой-то мотив, такой... Ну да. Мама, папа. Я буду поздно, мама, папа, но он вряд ли вернется. На машине разъебется. По караоке такое. Караоке, да. Вау. Банда пацанов, буду поздно, мама. А какой у него этот трек вот Славы Мерлоу? Вот какой-то Ой, у него есть последний. Ты горишь, как А, огонь. вот, точно. Я вспоминаю какой-то, блин, голос знакомый. Вот, и говоришь. Это хороший трек. Да, Тут хороший очень припев, он въедается. да, вот я и помню. Такой, он хороший такой. Он тут такой Но, маленький. но какой-то согласись, что он такой же абсолютно, как вот это. такой. Ну да, тоже голос. Я его этот голос не вспомнила. Да, мы зло так, это я кусочками включаю и... Что тут, что тут, Вот. Вообще-то мне рукава немного один длиннее другого. Хотела еще сделать, наверное, в феврале или вообще в начале зимы. Какая цветная Вот девочка. такое. Мне получилось. Ой, она вяжет, она молодец. Кстати, если не знаю английского. Подождите, она сделала как-то... убегает со шпрот. Ой, ну подружка, ну лайк тебе, потому что ты с подругой. Это что-то китайское. Вау. Крысиное расследствие, вау. Всем здравствуйте, с вами Екатерина Голышева, и, к сожалению, это последний выпуск «Крысиных расследований». Обычно у меня в «Крысиных расследованиях» висят фотографии людей, о которых я говорю. Сегодня клеить фотографии я не стала, Очень чтобы не странно, да? пачкать ими стены. На 19 месте в трендах 28 тысяч просмотров всего. Я тоже умею вязать. Я не умею вязать. Да, я тоже не умею. Ну и чтобы вы Меня смогли... учили. В школе мы вязали. Да, но Это это... очень скучно просто. Да, как-то. Вот это не мое. Выпуск до конца. Сейчас можно купить вещи. Я смотрела, и я не понимала, неужели это те парни, которые были там? Это абсолютно другое. Это абсолютно другое. Такой голос Я у меня буду красивый. рассказывать про крысиные расследования. Тогда я поняла, на самом деле выглядит... Я уже приехал на встречу с Катей. Сейчас, пока я ее жду, я решил сбегать за букетом. Погнали.
Сейчас пришел на наше место встречи и жду Катю. В общем, прошло уже 2 часа, мы до сих пор не встретились и... А вон она. Но прошло 8 дней, но мы все еще не встретились. А, вот она. Что сейчас было? Дело в том, что Как это наша дико. встреча ну никак не могла состояться. Я от вас это долгое время скрывала, но по решению суда мне запрещено на 100 метров приближаться к конченным идиотам. Что? Что? Я не поняла. А вот парень поднял на видосах со мной 300 тысяч подписчиков. А, понятно. Она говорит про то, как какие-то парни, используя ее имя, становятся популярными, правильно? Вот видео со Я мной. даже не знаю, кто это. Вот видео про меня. Вот еще одно видео со мной. Кто она такая? У нее 28. Я не знаю ни ее, ни вот этих вот парней, которых она показала. Но это, наверное, больше вот кто к ТикТоку там относится. Я Привет. не знаю, кто. Хочется услышать ваше мнение. Может ли существовать пара без общих интересов? Какое минимальное количество времени нужно проводить вместе, чтобы сохранить отношения? О, интересно, можно даже нас на полный экран сделать, чтобы было не показывалось. Так, погоди, вопрос будет Итак. высветиться еще? Нет? Привет, хочется услышать ваше вот оно. Хочется услышать ваше мнение. Может ли существовать пара без общих интересов? Какое минимальное количество времени нужно проводить вместе, чтобы сохранить отношения? Спрашивает нас Артур. Минимальное количество нужно провести. Ну смотри, можно не иметь общих интересов, но проводить время вместе, нет? Ну да. Или нужны общие интересы, чтобы проводить вместе время? Ну, когда вы в семье, у вас общие интересы — это покушать. Не, ну чтобы стать семьей, уже должны быть какие-то, как то, что приведет вас к семье, в любом случае у вас там должно что-то как-то привести. Да, наушники какие-нибудь. Очень такой интересный. Ну вот, допустим, вот на моем примере, вот у меня муж, допустим, увлекается подводной охотой. Я же не увлекаюсь подводной охотой, но... Но тебе же интересно с ним поехать? Ну это да, мне интересно, как бы он там плавает, а я просто сижу там на бережку и что-нибудь делаю. Ты поддерживаешь его в этом Да, интересе, в этом плане, который да. тебе, в принципе, не интересен. Вот. Ну да, поддерживаю. Тут даже, кстати, да, тут может быть важна какая-то поддержка. Там, допустим, человеку интересно что-то, и вот и партнер поддерживает его, возможно, вот как-то так. Без общих интересов может ли существовать пара? Мне кажется, да. Да, я думаю, что да. Ну тут, знаете, как... Мне кажется, знаешь как? Вы можете существовать, но все равно что-то должно вас объединять. Да. Потому что если вас объединяет только семья, то это очень плохо. Ну да, Вот. нужно что-то, чтобы скрепляло. Не только просто вот. Я и ты, мы пара. Ну вот есть такая фраза, мы разные, но все-таки мы вместе. Тоже как бы имеет место. Вот, допустим, даже не на примере семьи, на примере вот нас. У нас в плане интересов как-то постоянно все было разное, да, вот как-то разное. Аниме. Да, я вот аниме, косплей вообще никогда не любила, но постоянно мы дружили со школы, вот как нас в 6 классе вместе посадили, и все, и вот мы как бы дружили, вот мы уж как сестры, нас многие даже путали, что типа вот вы похожи даже как сестры. Ну, мне кажется, знаешь, что такая штука, что... Чем больше интересов, тем проще, чем меньше интересов, тем сложнее быть вместе, это имеется в виду. Алекс, да, ты это имеешь в виду? Может быть. Ну, Мне мы кажется, так знаешь, индивидуально это тут сложная, да, такая тема. Хороший вопрос, Артур, спасибо большое за донат и за вопрос. Прям так, вот, такой тема. Ну, мне кажется, тут смысл такой, что без интересов общих реально будет сложно вообще. Когда вот просто вот разные полюса. То есть абсолютно. вы вот сидите в общей комнате, и вот у вас нету домашних дел, у вас нет работы, и вы такие... Что делать? Все. Особенно если вы оба не инициативные, то очень будет сложно. Тут уже и вторая часть вопроса. Какое минимальное количество времени нужно проводить, чтобы сохранить вместе, чтобы сохранить отношения? На начале отношений имеется в виду? Или на... Просто когда уже семья, там нету такого минимальное. Просто Отношения, они как бы есть, ты человек родной, и все.
Я уже даже забыла, как там вообще там в начале отношений что-то происходит. Вы целуетесь много, я знаю. Ну да, там минимально не знаю даже. Ну, по первости, там вообще максимум хочется времени проводить. Просто привязываешь его к трубе. И он не Привет. Привет. Да не, это уж что-то такие жесткие меры. Мой лорд, да, ну слушай, тут такое. Не, ну мне кажется, минимальное количество времени нельзя подвязывать к отношениям, потому что если вы нравитесь друг другу, то такого понятия просто в отношениях не может быть. Потому что вот мы могли, например, с тобой не видеться долго, но потом мы все равно общались и хотели общаться, потому что ты просто имеешь, ну, не знаю, желание общаться. Ну, это дружба, там вот имеется в виду отношения. Ну ладно, а в отношениях все равно, когда вы начинаете вместе жить, ну, например, у тебя папа едет на работу, да? Надолго. Ну, это же семья, это немножко другое. Ладно, тут, наверное, окей, имеется в виду отношения. вот прям вот в маленьких таких отношениях. Окей, ладно. Что такое отношения и какое количество времени должно быть? В каком мы... Давай так. Окей, вы в отношениях 5 лет. Сколько вы времени должны проводить вместе, чтобы сохранить отношения? Да 5-то уже... Нисколько, по-твоему, получается, что ли? Нет, нисколько. Да я уже даже не знаю, ну через 5 лет вот уже живут обычно, вот мы уже, Ну, мы вот уже ты через живёшь. год там начали Окей, жить. ладно, год. Вы встречаетесь, в год вы живете. Ну сколько-то часов в день, там, ну мы можем сколько-то дней не видеться. Да господи, что такое? Да какой-то это неправильный вопрос, Это мне все кажется. индивидуально, для кого-то, кому-то и неделю норм не видеться, а кому-то каждый день там надо супер внимание. Тут, наверное, все так индивидуально. Согласна. А все-таки, а в плане, может ли без интересов существовать, то я думаю, что может прям вот без таких интересов. Мне кажется, может. Без Мне тоже общих. кажется, может. Тут больше важно, когда у вас какая-то энергетическая связь есть, и вы вот притягиваетесь. Потому что даже в плане отношений, в плане дружбы, вот мы с Полиной энергетически притянулись в 2006 году, и как бы вот, и все. И также... Итак, совершенно спонтанно 2 года назад познакомился с противоположным человеком. Девочка нравится косплей, BTS и прочее. Для меня это все чуждо, однако поддерживаем... Нам еще есть... Чтобы сохранить брак, О, какое спасибо. количество времени надо проводить вместе? Чтобы сохранить Отношениям брак, 5 лет. какое количество времени надо проводить вместе? Отношениям 5 лет. Новый вопрос. Чтобы Сохранить брак. Какое... Ну вот Слушайте, у меня мама с отчимом, они типа не так много времени проводят вместе, но они очень любят друг друга. Но у них абсолютно разные интересы, и они оба работают, то есть нет времени, но они проводят время все равно вместе. Тут даже, мне наверное, кажется, знаете, вообще как... не в интересах Не в дело. количестве времени тут, вот, не в количестве времени, в качестве времени, вот, смотря Да, что вы делаете на количество точно, часов. точно. Типа можно провести целый день вместе, но ничего не делать, типа сидеть на диване. Да. А можно, например, за эти 5 часов или там за целый день времени вы можете, например, обниматься, целоваться, там, не знаю, смотреть вместе фильм, Ну, или обсуждать просто куда-то что-нибудь, поехать там. например, что-нибудь пойти посмотреть, просто пойти погулять и поговорить о чем-нибудь. А вот Да. разговоры — это общие интересы? Ну, это, наверное, больше не интерес, это просто как сопутствующее. Беседы, скорее. да. Ну, это просто, Ну, о чем да, вот ты беседа. разговариваешь с мужем? Да, обо всем. У нас бывают моменты, когда мы просто как такие бытовые темы, бывает такое настроение, когда у нас там просто мы все обсуждаем, там любые какой-нибудь там дом видим и начинаем что-то дома обсуждать. Просто такие балаболы два идем. Ну, то есть ты просто то, что насущее, грубо говоря, ты обсуждаешь. Поэтому вот на вопрос, чтобы сохранить братское количество времени, наверное, все-таки больше в качестве времени правильно было озвучено. И, ну вот, моему браку сколько, 3 года уже будет, отношениям, там, сколько уже, 6 лет, наверное, да, все-таки больше в качестве у нас времени. Потому что, мне кажется, нету разницы в количестве. Мы можем время... Можно один день. Да, у меня муж, допустим, иногда так много работает, что он просто вот приходит вечером, мы там чуть-чуть поговорим, там проведем время, и как бы
и все. А иногда прям вот очень так насыщенно время проводим. Ну, тут видишь, а с Поэтому другой тоже стороны... индивидуально как-то всё. Да, это... А с другой стороны, например, если вот так каждый день, что вы, типа, не видитесь, да, и все работают, а кто-то не работает, это же сложно. Но вы, видишь, ты потом, вот это количество времени, когда ты мало общаешься, вы потом Компенсируем. да, вы компенсируете потом его. То есть вы потом находите что-нибудь там, не знаю, поездку или хотя бы совместное времяпрепровождение, которым вы замещаете вот то упущенное время. А если ты не будешь, как бы, если вы не видитесь в дне, потому что кто-то из вас работает или вы оба работаете, а потом вы и в выходные не уделяете друг другу достаточного времени, то вы разойдетесь. Вот. Поэтому... Надо проводить время вместе. Вот. Качественно. Больше тренируйте не количество просто часы и около, а именно качество времени. Старайтесь как-то разнообразить досуг, возможно, какая-то поездка скрасит ваш досуг. Так что вот. Прогулка, да любое. Вот для меня очень важно, готовка вместе. Просто смена картинки, вот мне важно очень смена картинки. Может, ваши там супруга, брак, значит супруги ваши важно именно вот смена картинки, свезите ее там вот. Меня вот куда-нибудь свезти, вывезти там за 100 километров. Прикол в том, что 100 километров это уже вот это что-то поменялось. То, что рутину надо разбавлять. Мы сейчас промотаем поверх. О, ничего себе, тут сообщение. Что-то тут... Что-то кто-то... Я начинала читать. Да. Не, вот это было, Гарнем. Спасибо вам, девчули. Спасибо, мой брат. Мы надеемся. Обращайся. Сваха и... Сваха 2. Да. Сваха и... Роза и Лариса всегда в действии, так что... Кто из нас Роза и Лариса? Давай на команду. За Розу сейчас. Кто выиграет, тот будет Розой. Раз, два, три. А почему на 3 ты? А сколько надо? Ладно, еще раз. Обнулили еще раз. Давай. Раз, два, три. Я Лариса, получается, ты Роза? Да. Или наоборот? Кто выиграет, тот Роза. А кто выиграет? Я Роза. Блин, я не умею так колко подкалывать, как Лариса. Вы шлюхи. Да, все проститутки, все шлюхи. Так, дальше-то вопросики. Так, я начала... Чтобы поддерживать... Я начинала читать сообщения. Ну, погоди, вот это было. Чтобы поддерживать человечка в его его интересных тебе интересах, надо прикладывать силы. Если тебе это интересно, то силы берутся откуда-то вот энергетически как-то вот. Да, ты прав. Ну, то есть, тебе нравится человек, ты такой, буду поддерживать его, и все. Илюша потом писал: я так совершенно спонтанно 2 года назад познакомился с противоположным человеком. Девочке нравился косплей, это мы читали. Вот я начала читать, и пришел донат. Для меня это все чуждо, однако поддерживаем диалог все равно и норм. Но видишь, смысл в том, что тебе не обязательно должен нравиться BTS, чтобы вы общались. BTS-то что? Это глупо, корейский. Это вот эти парни. Красивые парни. Ну, допустим, да, вот я тоже так думаю. Мне кажется, это не основополагающее ваших отношений, то есть вы же не из-за этого сошли. С другой стороны, можно сойтись на общем интересе, такое тоже может быть. То есть вам нравится одна и та же группа, вы с ней фанатеете, вы такие: боже, как же я люблю эту группу, и у вас вот двигает это. Да. Можете ли вы открыть мексиканскую папара и музыку? Мустафа, сори, we cannot do it. Сори. Ой, мы ничего не будем открывать. Мы так поболтаем чисто. Главное вначале не перенасытиться. Ну да, кстати, главное вначале не перенасытиться. Антон пишет: контент огонь, давайте гостей в студию. Вот гость. Сидит тут между прочим. Приехал наконец-таки. Не могла приехать столько лет. Да, так что эксклюзивчик вам вот сюда. Антон спрашивает: какие форматы стримов ты планируешь? Ну, наверное, следующий стрим будет игровой. Надо пройти Quantum Break. Да, пройдем, посмотрим там что-нибудь. Вот. Опять этот вопрос про сиськи. Нет, мы не будем отвечать. Главное, чтобы... Поскакать по человеку? Главное, чтобы было поскакать по человечку. В смысле, этом в смысле поскакать. Ну, да, Алекс, ты прав, но тоже это совершенно неважное по итогу. Ну, так-то по итогу. Мне кажется, знаешь, это так сложный вопрос по итогу.
Мы по итогу. Людей может связывать что-нибудь, но если вы нравитесь друг другу, то вы потом найдете, чем еще связать друг друга. Вот так. Да. Просто есть люди, которые вроде как интересы общие есть. Вроде как бы группа общая нравится, и чем-то там вы одинаково занимаетесь, а все равно вот вы общаетесь, но нету вот этого огонька, нету этой молнии, там, как это называется? Как говорят, этого... противоположности да, вот этого нету все равно, и как бы и темы не идут. Не, мы такого не знаем, я не знаю, кто это. Гурей Мола, нет, мы не сможем это сделать. Не, мы так тут чисто поболтаем, все такое. Может, какой будет мир через 5 лет? Ой, вот это не ко мне. Я живу там чисто, я живу скучно для таких тем. Какой в идеале должен быть мир или как будет? Как будет, никто не знает, а какой в идеале был бы? Я думаю, было бы замечательно. Сейчас погодите, я расскажу, поблочить одинаковые вопросы, а то мой модератор, слышишь, поблокируй, пожалуйста, одинаковые вопросы, а то... Да, при чем тут это? Это да. Блокируй, пожалуйста, одинаковые вопросы, а то так сейчас Twitch заблочит нас. Вот. Через 5 лет Илон Маск сделает так, чтобы можно было вставлять себе чип в голову, и мы сможем делать все, что хотим, летать на, наконец-таки, скейтах, как было в «Назад в будущее», одеваться в странную одежду из полиэтилена переработанного. Вот. 5 лет тут что-то как-то тут. Каким бы ты хотела видеть мир? Каким бы я хотела видеть мир? Ой, добрым и прекрасным, вот, я что бы сказала. Да. Это очень такой тонкий вопрос на грани странностей. Хочется, чтобы было все хорошо у всех, чтобы никто не болел, чтобы все были добрыми и счастливыми, вот так вот. Здоровья, счастья, здоровья и счастья, конечно же. Тебя не боишься, что мы будем лежать в банках проводочком? А кто сказал, что мы уже не лежим в банках, как в «Матрице»? Какая разница? Камон, кому какая разница? Мне кажется, типа, если бы ты узнал, что ты подключен к «Матрице», ты чё, бы расстроился? Я бы такая... И потом такая, ну ладно, пойду ТикТок посмотрю. Типа, чё уж тут. Давай еще посмотрим видосик какой-нибудь. Ну, Илон делает только это. Так Илон молодец, он красавчик. Дай наушники. Илон молодец, он красавчик. Пусть делает кафешки на заправках. Вкусно когда-нибудь себе потасим, да? Конечно. Так, опять ты ли взяла? Давайте посмотрим еще какой-нибудь видосик, да пойдем уже. Да? Вот, 20 вещей, которые мы увидим впервые в жизни. Вот, разлагающий контент. Тебе легко говорить, ты избранная. О, да, избранная Илоном Маском. Сейчас он мне не отвечает. Привет! Заказывал порцию новых удивительных кадров со всего света? Наслаждайся! Сегодня в меню живой узел из морских змей, птица, устроившая перестрелку, доказательство визита на Землю. Ой. Ну, цветок, конечно. Привет! Это вполне что Ленд, а непослушные копать ямы в Диггерленд. Военно-транспортный грузовик, бульдозер, ну и... Ничего себе, думаю, как их делают всегда. О, тебя это удивило, да? Впервые в жизни ты увидела это? Чек. Один раз. А как ты думала, они делают? Я не задумывалась, если да, честно. именно так куклам делают густые шевелюры. Огромная масса камня держится на тонких постаментах, образование которых остается загадкой. Ну и главное... Там железный столб внутри.
Скала идеально рассечена пополам, словно кто-то разрезал кусок сыра. Ученые полагают, что причиной могло послужить. Медленно к нам приближается. Давай-ка в укрытие, он вооружен. Нет, мы серьезно. Здесь он может реализовать свой творческий замысел. Вау, это круто, смотри. Как раз наоборот. Именно здесь он может типа рисует, прикинь, потому что уровень воды реализовать свой творческий замысел. Разница в уровне воды во время прилива и отлива в заливе Фанди достигает 8,5 метров. И ты видишь, как оживает за счет этого картина. Главное правильно угадать время для работы, иначе краска будет попросту смыта. Просто посмотри, как выглядит шотландское озеро Лох-Эйлд во время полного штиля. Невозможно понять, где реальность, а где отражение. Возможно. Что за вранье? Вот там же вот. Нужно понять, где реальность, а где... Вот. Здесь же видно, что вот в этом месте, видишь, это... Ну да, водичка. Отражение. Неудивительно, что такое волшебное место выбрали для съемок некоторых сцен Гарри Поттера. Мы тут вместе с этими ребятами собираем одно странное устройство, вообще кистью с обычной краской. Не очень-то удобно и экологично. Вот с колпачков можно и нервный ботинок готов. Думаешь, это просто красивый... Ну да, какие-то такие... День музыкальных клипов, что ли? Точно. Что это было? Это на улице, кто-то на улице Саня орёт. Девчонки красавицы. Ну, какие-то, блин, видео очень такие скучные просто видео. какие-то. Вот В этот Моргенштерна нельзя посмотреть, он по скинет потом стрек. Все, наверное, давай заканчивать. Да? Да? Да, уже. Уже нормально? Мы 2 часика-то... Да. Самый умный комик. Нет, в жопу ваших умных комиков. Итак, то, что у нас на балконе... Как кто-то орёт, там мужик какой-то. Так, в общем, ребята, спасибо за просмотр. Да, Это была моя спасибо. подруга. Да. Мы вот прекрасный дуэт. Если вы хотите видеть ее, пишите мне. И тогда вы увидите ее снова. Да, дай бог, я еще приеду. Скидывайте донатов, все Да. такое. Thank you for watching. Thank Good you. night. Всем пока. Ну все, пока. Погодите, донат. Какой ты Какой была ты в был? школе? О, вопросики Ты задирала пошли. других? Блин, чертов ты. Или наоборот? Ладно, тебя почему не отравили раньше? в школе? Ладно, давайте еще Так, поболтаем. ладно. Какой ты была в школе? Ты задирала других детей или наоборот тебя отравили в школе? Меня отравили в школе. Кто это? Чё ты? Вообще обалдела. Алиса меня отравила в школе. Со всеми. Вот, кстати, это странная история. Ты не помнишь того, как я месяц со мной никто не разговаривал? Это было... Ну, это было давно. Кстати, я, может быть, тоже что-то там под это... Что-то сам... Да, это... Она меня травила в школе, представляете? Ну, не прям травила. Я, честно говоря, плохо Это был помню. буллинг. Конечно, ты плохо помнишь. Тебя же не тебя же травили в школе, блин. Меня травили в школе. Что там было, ну-ка-ка. Короче. Я помню, что что-то Алиса меня подстрекала. У нас под была это дело. общая подруга. Я вначале с ней познакомилась. Подруга. Да. Я вначале с ней познакомилась, мы с ней дружили и все такое. Потом меня посадили с ней. Посадили. В тюрьму, в смысле, в школе. За парту. Мы, в общем, сели за одну парту, и я такая, боже, это будет как в американских фильмах, мы будем гулять втроем, и все такие подружки, и все такое. И я хотела так делать, и всему, всегда хотела, не знаю, веселиться вместе, а Алиса начала говорить гадости. И изначально, я помню, первый раз, когда... У меня даже в дневнике написано, я тебе потом покажу. У меня в дневнике записана такая запись, что у меня окно выходило на ее подъезд, грубо говоря. И я видела однажды, как она шла с тобой, когда мне Алиса сказала, что она будет занята.
Типа, что я занята, я там буду музыкалку пойду, ла-ла-ла, тра-ла. И я сижу и вижу, как вы идете вместе к ней домой, я такая, и там была запись, что все кончено, типа, как она могла. Алиса? И ты тоже, что типа, вот, мы же договаривались, и мне так было грустно, я плакала, и все такое. А потом, в общем, Алиса начала говорить, что я говорила про кого-то всякие гадости в школе. Напоминаю. И это было самое глупое, потому что по итогу Алиса всегда была в нашей компании задиралой в плане, типа, она сказала, он сказал, и вот этой вот всякой сплетнической штуки. И по итогу так-то кто друг другу не говорит что-нибудь. Но гадости я никогда ни о ком не говорила. Я всегда могла сказать, в лицо. Расскажи, как ты стала жить отдельно от родителей. Погодите, сейчас я расскажу про школу. Иван, спасибо за донат. В общем, она в один день, она потом заболела. Не помнишь этого? Вообще не помнишь, да? Ты вообще ни хера не помнишь. В общем, меня травили в школе в плане... И со мной месяц никто не разговаривал, я сидела одна, со мной никто вообще никак не общался, даже мальчики. Чисто класс был. Да, со мной даже мальчики не общались в классе. Я пыталась, я не понимала, и причем вначале я вообще не поняла, что произошло. Потом я уже начала понимать, потому что мне кто-то сказал, что типа, ничего вы там распускать, что-то там. А я цветочек сижу, я сказала? Я не понимаю, что я сказала такого. Я думала, может, я что-то правда сказала, и я могу извиниться за это, но я ничего не говорила. В этом самое было апогей всего. В общем, я шла в школу, и шла в школу Оля. Ага, поняла. А она сломала руку до этого, или что-то такое. Я, короче, месяц в школе не было как раз в этот период времени. Я иду такая в наушниках, грущу, слушаю там, типа стигматы что-то, что-то грустное. Тогда не было. Неважно, что-то грустный рок какой-то я слушала. Я шла в школу, и она меня зовет, я с ней говорю, о, она такая говорит, о, привет, ла-ла. Я такая думаю, со мной кто-то разговаривает. Мы приходим в школу, она говорит, с тобой что, никто не сидит? Я говорю, да, никто не сидит. Она села со мной, и через 2 или 3 урока она такая, что происходит? Я ей рассказала, что происходит там с Алисой, что вот там вот эта вот вся фигня. Она пошла к нашим крутым девчонкам, она подошла к Ане. И Аня уже потом поняла, что это все полная туфта. Аня подошла ко мне, мы поговорили, и тогда Аня мне сказала, что я сейчас разберусь с Алисой, подошла к Алисе и сказала, что типа, если ты будешь говорить всякое говно про наших девчонок, я тебе там нос дам, или что-то такое, я не помню, что она сказала. Если честно, я не помню, что она сказала, но она что-то такое сказала, ей типа, ты не смей там говорить гадости и все такое, и все. С того момента мы стали с тобой дружить, потому что ты тогда тоже... Что-то мы сами-то все не понимаем. Ты же помнишь, почему мы стали... Как ты помнишь? Почему мы стали с тобой вновь дружить? Я помню, что что-то про... моя история, я помню. Короче, я помню Алису, да, что мы с ней как-то резко... Мы сперва общались втроем, потом что-то резко Алиса начала подстрекать. Я уже не помню из-за чего, но я помню, что что-то она начала... Так вышло, что мы... Она почему-то хотела отнять ее у меня. Да. Я не знаю, почему вот какой-то... Да, непонятно, что. Она не хотела вместе дружить, вот в этом была странность, то есть, типа, всем вместе. Да, и как-то вот резко мы перестали общаться вместе, потом начала общаться... Ой, я с тобой, я тебя булила, я не помню. Да, начала общаться с Алисой, а Алиса... Помню, с ней как-то даже куда-то ездила, а потом как-то что-то я резко, какое-то озарение у меня произошло, мы поехали в поездку со школы в Псков, и нас посадили вместе, мы сперва что-то бычились, а потом стали общаться, и с тех пор все. Точно, я такое тоже помню, Наверху автобус еще там были всякие наши одноклассники. Мы тогда обсудили как раз эту историю. Да, возможно, мы как взрослые поговорили, нам было все-таки как бы 12-13 лет, да, но мы уж как взрослые поговорили, все обсудили, и с тех пор я помню, что с этой поездки мы начали общаться нормально. Самое смешное, что Алисе-то вернулось все. Помнишь, как в конце было, когда Алиса уже до 9 класса, что, с ней кто-то общался потом? Да кто, мне уже никто не общался с ней, мы точно с ней не общались. Ну, так и с ней никто больше не общался. Да. Добрый день, горе и мола. Так что... Как се маш, горе и мола? Доброе. Иван у нас спрашивал в донате, расскажи, как ты стала жить отдельно от родителей. Все было очень просто. Я
поехала с парнем, у него была работа. Не, вы что там жить стали вместе? Просто стали жить? Нет. Это Я было просто к нему ночевать ходила. И всё. Понятно. Ой, ещё Короче, Какое он место, где ты поехал на была? работу, Путешествовала? и я с ним Тебе поехала, и понравилось всё, больше вообще. всего? Вот это интересная история. Кирилл, какое место, где ты была, путешествовала, тебе понравилось больше всего в Швеции? О, мы ездили в Швецию, Стокгольм, классно. Это было самое... Очень классная Я туда поездка. очень хотела вернуться, мне очень жалко, у меня нет денег. Там дорого просто очень, но Ну, там дорогая это страна. было самое крутое место из всего, что я была. Вот. Я бы очень хотела бы съездить, конечно же, в Японию, потому что... А так, из того, где я была, это Швеция. Ну, там было правда Швеция круто. классно. Мы еще халявили на этом. Мы вступили, типа, сказали, ой, мы не знаем, там, как у вас билет, а нам очень сложно покупать просто билетик в автобус. Ну, вот так не купить, типа, вот зашел, купил. Там была такая история, мы приехали на пароме, вышли, и там надо было купить Не, билет. вышли мы нормально, обратно уже на паром ехали. Мы вышли, домой. там надо было купить билет на автобус, но мы не смогли его купить, потому что там все было на шведском, вообще на английском там было никак не купить. Не-не-не, там просто или в очень Стокгольме дорого такая, было. даже недорого, ну и дорого за, тоже. за их деньги. Не-не-не-не. Там, короче, такая фигня в Стокгольме, что нужно покупать только в специально отведенных местах. Либо автоматы, которого на этой остановке не было, либо в каких-то желтых ларьках. Желтый ларек был где-то там вот непонятно далеко. где. И он был а нам абсолютно ехать не надо по было. пути, да. Да. И мы такие зашли в автобус, сказали, о, у нас нет денег ваших там местных, мы русские, мы как-то, да-да-да, что там вступили, он говорит, проходите. Нас так провез, и как бы мы сэкономили. У них проезд... Мы еще такие, мы такие... Да-да-да, ничего не знаем. 6 евро на одного, это 12 евро на наши деньги, это обычный проезд в автобусе, на наши деньги тогда, если бы сейчас мы ехали, стоили, ну, почти косарь. Это очень Просто много. проезд в автобусе. Это было неподъемным. А у нас, причем у нас была такая прогулка, мы гуляли, пошли в Макдональдс и поели по самому дешевому, что можно было съесть. Да, там дорогой город. Но там было очень круто. У нас говорят, Алекс говорит... Антон предлагает, собирай на стриме и делай туристический влог. О, у меня есть туристический блог. Сколько ты У зарабатываешь? меня есть туристический блог. Она, между прочим, продает туры. Да, Если вам обращайтесь. хочется поехать в Турцию или в какое-нибудь прекрасное место, она вам подберет тур. Да, Если вы не сможете что её найти, обращайтесь. обращайтесь ко мне. Да. Юрий Дудь нам пишет, сколько ты зарабатываешь сейчас? Вот 100, 200... Сейчас посчитай, погодите. 600, сколько тут? 700 рублей заработала. Погоди, ты 500 пропустила. Нет, 500, 600, 700, 800. 500 Да вот рублей. именно, там еще ниже. Боже там еще мой, 500. я заработала 1000 рублей. Ну, На как 1000 на еще? двоих. 500 рублей я Да не, не на заработала. двоих. Ну, короче, на не двоих. важно. Как это? Ты тоже это получишь? Мы Да щас не купим, надо. что ли? Ладно, не будем это. Что-нибудь купим. Что мы можем купить? Сол Сколько я- вишневый. Сколько я зарабатываю? Нисколько. Итак, Алекс говорил, моя тян, с которой было долго и серьезно, со мной не захотела поехать и вскоре мы расстались. Боже, да она тупая. Куда не захотела поехать? Просто в поездку? Стокгольм? Вообще, вот мне скажи, куда ты ехать, я сразу, я уже чемодан Я всё твой собрала. друг. Добрый день. Заплатишь за билет. Переехать он имеет в виду. переехать? Ну, Простите, хотя до этого говорила хочет. Ну, так хочет, Не, значит. но смысл в том, что переезд это все-таки очень серьезное решение. Может, у нее какие-то обстоятельства, там, родители какие-то, может быть, тут как Семья. бы по работе. Не, по работе. По работе хотели переехать, но не переехали. Так у нее что с работой было, что другое. Смотри, у нас почти удачный стрим собрался. Ну, может, обстоятельства какие-то, потому что бывает, что там родители, У вот я тебя бы есть родителей своих как-то, ну, я очень к ним Смотри, кот близко. я бы не спрашивает, смогла. есть ли у меня кот. У меня есть кот, но он живет с бабушкой, у меня аллергия на кота. Да, такая аллергия, что она даже ночует у меня, когда она приезжает ко мне. Ну, как бы к бабушке приезжает, ночует у меня, потому что она не может ночевать у бабушки из-за кота. Как-то так. Да, особенно осенью. Осенью у меня обостряется. Сейчас, знаете, что это? Что-то там мудрится. Я сделала побольше эту штучку. М. Опа. Смотрите, у нас почти удачный стрим. Мы почти собрали 2000 рублей.
Супер. Окей. Ну давайте еще что-нибудь поговорим. Разговор-то пошел. Или как бы все. Или все, или мы уйдем, да? Да. Ну, тут как-то мы стали уходить, тут сразу резко вопросы посыпались. Аллергия непонятно. Так всякая фигня В начале цветет. июня цветет Тополя береза там, и тополь. Да. И березово-подобные. Сейчас липа цветет вроде. Там тополя На липу всякие. сильные, да, аллергия. А еще цветет ромашка, одуванчики и всякая такая штука. Чешутся костяшки пальцев, это вот эти. У меня нет, с чесоткой не связано. А, у тебя-то нет, у тебя нет. Не, я имею в виду, у меня немножко не другая аллергия, но вообще в начале лета всегда цветение. Локти, на локтях, да, это цветение, только на цветение такое бывает. Ну, глаза еще могут слезиться. У меня обычно нос закладывает, глаза слезятся. Ну, и астма, как бы. Крем помазать у меня. Сходи к аллергологу, сдай на аллергены. Прикол в том, что может быть из-за того, что что-то цветет, что-то где-то пыль скапливается, и это вызывает аллергию. У меня глаза удачный стрим. Вау! Теперь все. Танцуем, Танцуем, девочки. Танцуем. Спасибо, Танцы, удачный стрим. танцы. Теперь все, танцуем, девочки. Вот он, Да. танцевали. Спасибо за Спасибочки. удачный стрим. Мог бы что-нибудь еще спросить вас. Да, мы поболтаем. На ваши вопросы. Как вам вообще понравились наши видео прекрасные? Да, это было так весело. Ну, нам весело. Мне было очень весело. Да, Я мы посмеялась. Мы вспомнили то, что это было 10 лет назад. Классно. Они не видят. Да я знаю. Опять шутка самосмейка там. Не, это было классно, круто. Это была молодость, это было прикольно. Детство вспомнили, а мозги заделать что-то наподобие того, что смотрели. Сделать? Могли мне, послушать, мозги. Могли Кто-то заделать. тоже плохо читает, да? Детство вспомнили, а могли заделать то, что-то наподобие того, что смотрели. Сейчас заделать, в смысле? Сейчас снять? Это что, челлендж? Типа повтори то, что было 10 лет назад. Классно, Ну, когда вообще, видос общаетесь. бы сделать бы, наверное, смогли. Просто немножечко... Обстоятельства поменялись, да? Если раньше мы виделись каждый день, после школы приходили, что нам делать? Снимать. А сейчас как бы года идут, все-таки сейчас у всех семьи, у всех какие-то свои дела. Видимся реже. Вот я сейчас приехала, сколько я обещала приехать? Ну, Года 2, 3 года. Не, 3-то это же мощно. Вообще 3 года назад я приезжала. Ну, Нет, как бы 3 года назад, как бы, и Не, ну я последний раз ты отучила приезжала. только ребенка от груди, поэтому как бы вот как отучила, так приехала. Так что с моей стороны все как бы честно. Классно, Не, ну, спасибо. снять бы что-нибудь мы бы смогли. Я уверена, что Да. смочь бы мы смогли. Да, чуть как-то резко сообщение. Очень про точно, формат. да. Это, наверное, может, глюк какой-то был сразу так. Может Время быть, интернет, нужно. да. Да, забавно, интересно, спасибо. Спасибо, Илюша, да, спасибо. Классно, когда вы общаетесь. Спасибо. Спасибо, Время Антон. нужно. Время нужно, да, действительно. Да, время нужно на все. Вам надо порой формат, когда вы подключаете кого-то, разбирать какую-то тему. Ну, да, нужно еще тему. Давайте какую-нибудь кидайте интересную. темы, и мы еще что-нибудь Да, обсудим разберем пока. подруги. Нет, есть, да, у меня дочка. Полина зовут дочку. Просто. Да. Всё. Дочка у меня. Настечка. Ты большая. Да, у меня 2 года ребенку. Королева. Что уже есть дети, а Да. мы все еще смотрим наши видео из интернета. Да, вот так вот. Надо, знаешь, как надо собраться, когда нам будет 40 лет? Когда уже будет куча детей бегать там. Уже взрослых. Всех. Ох уж эти дети. Что такое 40 хиляди ютубери? Ой, я такой язык не знаю. Да, я не понимаю, что такое Дискорд, мог бы... А как бы чуть-чуть по-русски? Зачем дети, когда Ну как? Сколько свиданий считаете нормальным до первого секса? Да сколько угодно, какая разница. Мы что, тут в храме сидим, что ли? Это Да. очень тупо. Да. Типа... Так
тупо. Да, это как-то индивидуально тоже. Да, вещи то такие. есть можно как бы один раз увидеться и навсегда, можно 300 раз увидеть какого-нибудь человека или разных людей, и Тут еще кто как относится. Есть там люди, не на которые, первом? да, и на первом око, а кто-то... можно и на 100-м Да. нет. Для кого какие нормы, какие рамки, поэтому у всех все. А тут еще, знаешь, чувства. Да. Все-таки чувства. Мгм. То есть, типа, если вы увидели друг друга, и вы такие, Ну, тут «О, скорее не боже, чувство, это чувство страсть». это более такое временное понятие, а просто типа, о, Страсть, это ну, страсть, эмоция. Страсть, эмоции, вы Да. друг с другом, ну, все равно прочувствовали. Да. Вы такие, боже. И потом сошлись, поэтому кто сколько терпел, ну да. Ну да, точно. Так что тут тоже... И свидания это тоже разными бывают. Можно же поехать на свидание, и типа вот такие погуляли и пока. Да. А можно типа и провести очень разнообразный... Боже, как подуло, это откуда так? А, это вентилятор так дует. Или с улицы. Так что тут, да, все индивидуально. Все очень Конечно, индивидуально. конечно. Туса в Туса баре. в баре. В баре хорошие свидания проходят обычно. Если вы оба пьете, конечно же, не типа кто-то из вас Трезвенники. пьет. Да. Не. Так что Я будто бы учитель старший класс. романтика на пляже, ну, тоже прикольно. Как у нас сегодня. Да, у нас сегодня была прям французский пикник на пляже. Кстати, если вы не видели фотографии, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм Deep Bunny Hall с нижними подчеркиваниями. Deep, нижнее подчеркивание Bunny, нижнее подчеркивание Hall. Да, смотрите. И посмотрите, там прекрасные фотографии. Я выложу обязательно в Телеграм что-нибудь. Кстати, подпишитесь на мой Телеграм-канал Deep Bunny Hall Life, он называется. Там я вымещаю, когда будут стримы, и пишу о том, что у меня происходит в жизни. Да, так что подписывайтесь. Вот, пикник был прикольный. Мы пили французское вино, ели французский круассан, французские булочки. У нас сегодня был прям французский вечер. Французские жуки садили на наши ноги. Да, мы сидели, ну, было классно. Так что романтика на пляже тоже имеет место быть. Пикник у нас удался. Хорошее, кстати, свидание. Да. Но первый раз ты видишься, тебе говорить, парень, пойдем на свидание на пляже. Ну да, как-то. Ты что, одеть? Хотя если он все организует. Да, если только пришел, просто на готовенько такой сел, такой сидишь, о, красиво. Ну да, тут все-таки пикник это подготовка. Вы только сегодня вернулись с пляжа, да, мы недавно, ну как недавно, уже, 12. О, обалдеть, первый час. уже пора спать. Ну ладно, не пора спать, пора еще поесть что-нибудь. Еще дальше немножечко виноградного сока у этого вишневого. Да. А так, Виноград. вернулись мы часов в 7, наверное, где-то в 7, Ну, пол-восьмого. Мы приехали помыться оттуда. сходить. Да, мы где-то в пол-восьмого, наверное, с путешествия. Путешествие на пляж только есть. Мгм. Было бы замечательно съездить в путешествие. Давай съездим. Вы бы посмотрели Конечно, влог съездим. из нашего путешествия? Вот. Конечно, мы посмотрели. А, с путешествия мы вернулись. С какого? Да не, мы с путешествия не возвращались. Вы же хотели бы посмотреть наш влог с того, как мы Путешествуем. Мы можем Конечно, съездить. конечно, бы хотели Вы же посмотреть. хотите, да? Да. Ну, Да. Коротко и ясно, да. да. Но нам надо сперва организовать путешествие. Мы вон сколько денег заработали. Ты видела? Да, но почти на путевку схватит, практически. Вася, нам нужно еще до путевки еще. И еще 100 тысяч рублей, и мы сможем путевка, лучше 200. Лучше Это 200. фоточки с путешествия, ну, как сказать. Это было путешествие на пляж в дворе где-то. Да, вот. в 2 километра, там 2 километра от 3-4. моего дома, да. Да. Я не знаю, 25 километров. Не знаю. Короче, это было в дворе. Ну, практически. Так что так, то да, конечно, это было путешествие. Подергаю носом. Ставьте амбициозные цели на стрим. А, что у тебя большие... Чтобы эти- был удачный стрим, но Ну, он и так удачно у написан. нас было удачно. очень удачно, да. Кул, здорово, кул. Привет. Шиза в доме, привет, мы же уже здоровались. Да, Или у ну, меня шиза? написал. О! Вообще, было бы круто, конечно, сделать стрим не из дома. А я думаю, это твоя сестра. Ну, мы... А это и есть моя сестра. Да.
Нам всегда говорили, сегодня не здоровались, а мне казалось, здоровались. То вы же вроде писали выше, по-моему. Вы, мистер Шиза в доме. Да, мне казалось, писала. Мне тоже так казалось, да? Я прям видела. В самом начале, нет? А, это вот этот вот. Просто тоже на «С» начинается. Это вот этот вот, я думаю, вот этот ногу. Нет? Нифига, я думала, тогда извиняемся, простите, все, пожалуйста. приветствуем. Это же Шиза, она уже в доме, понимаешь? Мы уже не понимаем. Извиняемся. Простите, пожалуйста. Что тут что думали? Нет, это не как бы сестра, но как бы вот чуть не сестра. У меня первый сегодня. Да мы уже как бы тут пару часиков уже заканчиваем. Ну да, маленькая, опять стирать. Сколько мы сегодня стираем, это вообще... Я свин. Дох. Да. Не знаю, Мустафа. Да. Ну что? А это и есть моя сестра, так что... Я вот буду опять блондинкой, будем опять сестрами. Travel это подруга, думаю, завела второй инст чисто для путешествий. Нет, это я. Это я. Ra.travel, да, у тебя? Угу. Ra.travel в Инстаграме — это ее блог о путешествиях. Она продает туры и может вам подобрать тур, если вы вдруг со своей подругой сердца поедете куда-нибудь отдыхать. Она вам подберет тур на любые ваши деньги и запросы. Да, так что обращайтесь. Я работаю онлайн, так что как бы любой там город России. Любой каприз. Да, все онлайн. Так что обращайтесь. Вот. А да, Ra.travel это я. Ну, у меня еще есть Настя, а меня Настя зовут. Я вроде не представилась даже. Я тебе сказала. Да. Ну, у меня Настя есть, но я там не особо сижу. У меня сейчас в основном вот этот Ra.travel. Ой, я так и говорила, что не будешь там сидеть, ой, что началось. Ну все, мы уже тут зевки. Так, Илья пишет: сходим с ума от жары, да, казалось бы, появляется время на рисование. Не, в такую жару что-то делать умственно, это невозможно просто. Нет. Что там стирать, кинул, стиралку стирает. Да не, пятна от вина вот так вот кинул, стирает, не выстирает. Ой, от сока. От вишневый сок очень плохо отстирывается. Клубника. Антон спрашивает: у нас есть 3D-шлем? Да, у меня есть 3D-шлем, у меня есть Oculus Rift. У меня ничего нет. Я и технология, это вот. Настя не может иногда дверь открыть в подъезд, так что... Я в метро со 2-го раза попала. Ну, мне тут проездной. Я такая нажала проездной. Стою, типа, чё он мне не открывает двери? А я, оказывается, ее деньги, я уже ее поездки снимаю, стою. Так что, дебил. Посмотреть, как ты... Ой, я то в витрину врежусь куда-нибудь, то там дверь не могу открыть. Всё слепота. Да, ну это все, да, слепота. Так что да, 3D-шлем, путешествия в 3D сейчас набирают популярность. По карте можно путешествовать. Видела, у Google Travels есть, типа, у Гугла есть... типа виртуальные путешествия? Это отстой. Да это все не то. Это абсолютно, это типа написать: Швеция, вот смотрите, хотите путешествие? Да я так примерно по Google картам путешествую. Я вбиваю в Google карты там Стокгольм какой-нибудь и хожу по улицам, вот как-то так-то тоже можно путешествовать. Ого! Мы в Швеции. Мы в Швеции, да. Ну вот по панорамам прикольно. Ну как прикольно, в кавычках. Куда-нибудь ты такой: ой, ты такой, как бы вроде там, похоже на какую-нибудь Псковскую область. Как-то так. Ну да, типа. Да, вообще не отличить там Швеция, Россия. Ну, домик там прикольный был. Около Чудова ты едешь? Или где-нибудь в Луге? Ну, в Ленобласти Тосно объезжать похоже. Мы проезжаем. Ну, типа на тачке едем. Очень похоже. Вот у нас есть 2000 на домики бензин. Прикольные. Ну, да. На 2000 на бензин нам в Швеции хватит километров на 10. Я думаю. Мы вчера больше прошли пешком. Да. Геогесен интереснее, а не просто карта. Ну, да. Нет, там именно стример ходит и за донаты меняет маршрут. Ну, интересно, вы придумали, интересно. Но, возможно, виртуальную реальность мы проведем. Но в такую жару, если честно, я не полезу в Oculus Rift. Меня, наверное, просто стошнит.
Это шлем это такой? Да. Ну, потому что жарко очень, и будет еще кружить. А, там. вот, кстати, прикольно, когда надугать, куда тебя закинули в кайф. Я вот так поугадывала Так бы. бы прикольно. Да, так прикольно. Я люблю вот эти все страны. Там вот это вот примерно сейчас реально как Ленинградская область. Или Новгородская, или Псковская. Вот как Тосно объезжать, прям похожее место. Это где-то... Да, можно. Стокгольм, это далеко Стокгольм. Ну, вот мы в Норвегии. Господи, как красиво и это холодно. елки. Это Фига ёлки. себе. Это снежные штучки. Ну, деревья просто. Это красиво. Ну да, это Мужчины катаются. Куда-нибудь в Осло языки. Так-то, конечно, прикольно. Конечно, хочется побывать Ладно, везде. даже так неплохо. Да. Вот в Осло закинемся. Ну, это чуть не в Осло, наверное, это просто куда-то. Я бы туда очень хотела съездить. Ой, Швеция. Это Норвегия уже. Ладно, Норвегия. Ну, я вся эта скандинавская. Скандинавия, да. В Амстердам бы я хотела бы съездить. Ну, вообще Голландия такое неизведанное что-то такое мир. Ну, тут там. Да, здесь ничего такого прям нет. У меня, допустим, мои страны, это вот простите, Италия, да. Франция, прям вот это вот для меня. Я больше туда тянусь. Не хотела бы съездить, наверное. Не, хотела бы, но вот как-то душа у меня просит виноградников, там вот этих всех вещей. Италия, Франция, как-то мне вот эти ландшафты близки. Тебе не близок такой ландшафт? Ну, ничего нет, и ты гордо. По настроению скорее. Вот иногда хочется так проехаться. Такой депрессивненько немножко. Да. А вот когда вот настроение вот пить вишневый сок и все такое, это вот как-то хочется в Италии, там вот эти все итальянцы, там, Это летнее французы и так настроение. далее. Да, Но это такое я бы летнее. хотела очень осенью туда бы съездить. Да, вот именно вот это вот все такое вот, когда нагнетение, это вот, да, мрачное, это да. гнетущее. Привет, дурдом. Привет, дурдом. У меня так дурдом в был за голове. границей, не за границей. Я твой фанат. Где ты останавливаешься в поездке, так где придется? Ой, Измир попросит попросить на Google картах посмотреть. Дурдом, спасибо за подписку. Thank you for following. Ну, виноград растет на даче, но это не тот виноград, это обычный виноград. Виноградники в таких масштабах, как в Италии, да даже в Крыму у нас, в Краснодарском крае, это все равно не те виноградники, что у нас. Мне само вот это вот как-то нравится. Ну, там такой этот вайб тепла и отдыха. Измир, давай посмотрим. Это Турция. А что там в Измире? Ну, там порт, там ничего такого прям супер туристического нету. Давай в Турцию сюда. Давай, найду. Погоди, ты в Испанию закидываешь, нас просит Измир. Давай. Ты в Марокко в какой-то закинул, нас или в Тунис. Ну да, сразу типа хорошо мы живем. Давай, ты закидываешь. Я буду стала. Ну давайте просто... Ну вот нас попросили в Измир. Давай в центр тогда. Блин, погоди, где мышка? Вот веди сюда, вот она, да. О, ничего себе. Давай вот сюда куда-нибудь. Ну вот, да. Так, ну вот, давай на пляж. Вот, да, вот куда-нибудь. Ну, давай тут. Просто закидываем в центр Измира. Ну, как-то так. Ну, это такой, это портовый же город, он не прям туристический. Если отдохнуть около... обычные дома. Да, если отдохнуть... иди по карте, можешь идти? Или как-то никуда не идти, да? Если отдохнуть, то, наверное, в Кушадасах, там хоть Эфес близко. Не знаю, что мне не хочется, просто панорамный. А есть старый город какой-нибудь здесь? Ну вот, давайте куда-нибудь вот. Да, вот где туристическая, либо... Давай вот, да, вот тут туристическая же, да? Ну, вот как-то. Ну, такое, да. Ну, вот ну море. Красиво, в принципе. Ну, да, вон там горы какие-то. Приятно выглядит. Угу. Прогуляться так вот, денек провести, я думаю, достаточно хорошо было бы. Угу. Я бы даже в такую поездку съездила, было бы неплохо. Вот Измир меня как-то не это. Если вот на туда, то что там пишет? В Германию, кстати, я тоже съездила, я там не была. Но я туда хочется на Октоберфест съездить. Вене красиво. Ну да, Вене, конечно, красиво. Кто бы сомневался. Да везде красиво, чё уж тут говорить.
Да и в Питере красиво, и в Москве красиво, и везде и красиво. в каком-нибудь там, не знаю, чем-нибудь еще. Я бы хотела бы, знаешь, куда? В какой-нибудь Петропавловск-Камчатский бы съездить на поезде. На поезде? Неделю? Да. Ничего себе ты. Ну, закинь туда куда-нибудь нас. Где-то вон тут, да? Да хер его знает. Где-то... Погоди, где это там? Вот где-то здесь. здесь, Городов-то не рисует. Где-то... Нет. Тут, может быть, Google не прорисовал ничего. Где города-то хоть какие-то побольше, чтобы это было? Это да, зато... Потому что там, где нас нет, там зато у нас девушки красивые. Это мы такие красивые русские девушки. Ай-яй-яй. А на Японию наведи. На Японию, ниже. На Японию наведи. Погоди, вот, господи, что-то я уже тут немножко в картах потерялась. Да, там просто не сделан, прикинь, Google не сделал туда карту. Вот здесь вот вообще никаких крупных городов нет, я просто жду, когда мне что-нибудь выявит. Не-не, просто Google вот, не сделал. Владивосток здесь, я думаю, что в Корею бы я съездила, и во все такое было. Где-то, наверное, Магадан, вот это Камчатка, получается. Ладно, короче, ребята, спасибо вам за прекрасный стрим, спасибо, что смотрели нас. На каком канале живешь? Нет. Мы никто не скажем, угадывайте. Короче, ребята, спасибо большое за... Что ты тут ешь? Что кушать? Ну, в Корее просто не... Ну, да. Напоминаю вам оставить комментарии под этим стримом, когда он выйдет в эфир. Давай так сделаем. Напоминаю, пожалуйста, оставьте комментарии под моими видео на ютубе. Это было бы очень важно для меня, потому что это продвинет видео хотя бы с мертвой точки на хотя бы один шаг вперед. Было бы очень приятно. Спасибо, что пришли. Это Настя. Она ваша теперь подружка. Я вас люблю. Спасибо за просмотр. Thank you for watching. Good night. Добрых снов, ребята. До лучших встреч. Все, всем пока. Была рада пообщаться.